Приветствую всех, кто есть на стриме сейчас, или тех, кто в записи его когда-то будет может смотреть. Всем привет. Продолжаем Ведьмачка ведьмачить. Мистер Геральт, кто еще с нами? Так, я опять должен проверить все, потому что стрим перенесся, если кто вдруг видел, то он был перенесен на час из-за того, что что-то было с ОБСом, что-то он не хотел запускаться, и из-за чего сейчас еще и у нас шорт-стрима, к сожалению, нет. И, походу, не будет. Ну и не больно-то и жалко. Зато Twitch и YouTube обычный. Все работает, все нормально, запустилось. Пофиг на этот шортс. Стрим все равно на него толком почти никто не заходил, поэтому один раз перебьемся. Так, а в остальном, в целом, все вроде окей. Привет, Саша. Привет. Очень жаль, конечно, что пришлось перенести. Я уже был прям готов. Уже прям нажимал кнопку запуска, но тут внезапно ОБС сказал мне: нет, фиг тебе, а не стрим. Подожди, потерпи. Помучайся еще часок. Ну да ладно, не будем о плохом, будем о хорошем. Сегодня мы снова продолжаем. Сегодня, после прошлого стрима, у нас в планах уже всякая сюжетка, всякое более интересное, чем то, что было на прошлом стриме. На прошлом мы прям всякие допы делали. Доп-квесты, там заказы, прочие встречи в Новиграде. Сегодня вот у нас как раз полностью сюжетка там связанная с охотой на младшим, вот, графа Ройвена, ну и с Тристом тоже всякие квестики сегодня планируются, связанные с ней. Все, если получится. Но еще у нас остался все-таки один квестик. Это у нас мечи и вареники. И так как сейчас еще начало стрима только, пока там кто-то может будет подходить, пока там YouTube раскрутится, развертится со своими этими рекомендациями или что у него там. Начнем, наверное, с этого квестика. Одного, единственного такого дополнительного, что у нас остался после прошлого стрима. Вроде бы все остальное мы сделали. И гвинт, и кулачные бои, и все-все-все. Все остальное уже там за пределами Новиграда, где-то там на востоке. Там. На востоке или на юге. Так что начнем с вареников и мечей, а потом сюжетка, Трис и все остальное. Что ж творится? Что тут у тебя? Риданские вареники. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Ватгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов 40 будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвор Хаттори. Ха! Вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Ривии. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? У меня опять какая-то фигнюшка на коже выскочила, какая-то родинка с неровными краями бордового коричневого цвета. Уже второй раз похожая штука. В прошлый раз родинка была ровная. Это что-то плохое может быть? Какая-то фобия появилась в последнее время. Фобия поймать случайного рачка. Это не это. Не надо вот этих вот таких фобий, паранойй. Это все не к добру. Так, попробуй вареники, ну конечно. Куда же без вареников? Вкусно. Ням-ням-ням. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь?
Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот грёбаный Ван Хорн, Похоже, я не знаю этой истории. не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ох, сколько же у тебя тут мечей. Ох, ё. И непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует Новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. Это походит на меланому, типа раковая опухоль из-за меланина. Типа рак с большой вероятностью смертностью. Ну, как бы. Как бы я не знаю, какие там похожие внешне симптомы могут быть. Тебе виднее, если ты прям, может, узнавал там, гуглил что-то на эту тему. У меня вроде такого не было. Хоть у меня тоже много родимок, но прям каких-то подозрительных, страшных никогда вроде не было. Или я просто внимания не обращал. В прошлый раз это было из-за закупоривания капилляров. Закупорились капилляры, и произошло небольшое кровоизлияние в родинку. А сейчас это произошло на месте, где у меня нет родинки. Ай, как это звучит страшно, подозрительно, действительно. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить, у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбаный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу, вел переговоры, только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака, а в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. Так, кстати, я пока не забыл. Хотел сделать еще кое-что. Так, раз. Так, два. На всякий случай. То иногда переспрашивают, чтобы я не отвечал по 100 раз. Так, а тут на Твиче что-то по-другому, я смотрю, как-то. А, во. Все вот так вот. Все. Ой, на Ютубе оно прям 2 раза написалось. Это зачем? А, не, нормально вроде.
А, погодите, это теперь закрепленное на ютубе, оно внизу пишется, а не наверху. Ай, боже, ох уж этот ютуб. Кстати, ютуб же обновление там вчера или на днях где-то вроде какой-то сделал. Мерзкое, прям капец. У меня там теперь в YouTube студии, творческой студии, то есть, которая там как раз для стримера, там теперь все перелопатили. Лайки, дизлайки на видео в статистике убрали, цвет поменяли, что-то там добавили, тут убрали, тут переместили. Опять, блин, им хочется все постоянно менять туда-сюда. Ой. Надеюсь, откатят, потому что иногда бывает такое, что они что-то неудачно выпустят, а потом откатывают это обновление. Такое бывало уже. Меланома это буквально родинка, но она постоянно растет. Края неровные, рваные, родинка, на которой присутствуют разные цвета: красный, черный, белый, коричневый. А ты Никогда пробовал не с ним замысливался даже. договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма. Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну, знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя, может, если бы ты помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но, может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Как ж неудобно вот это сделали, что он реально внизу теперь будет висеть. Подолбали с этими своими обновлениями кривыми, неудобными. Сегодня случайненько забежал, зашел на YouTube под еду и заметил стрим. Сейчас доем и пойду работать. Конец месяца, мне нужно отчет доделать. Понял. Понял, принял. Тот самый отчет. Понятно. Стрим вообще-то должен был быть еще час назад, но вот, как я говорил в начале, ОБС сказал мне: нет, не будет тебе стрима, подождешь еще час. Я целый час где-то тут возился, пытался все запустить. Просто нажимаешь кнопку «Запустить трансляцию», а он тебе: ой, не удалось. Ой, попробуйте еще раз. Знакомая фраза, да? Саша, вот это вот: ой, не удалось. Ой, что-то случилось, что-то пошло не так. Ай-яй-яй. Плюс еще шорт-стрим у нас отрубился, ну и... Ладно, хоть запустилось, и то спасибо. А то я уже боялся, придется переносить со сегодня на завтра когда-то. Этот стрим не хотелось бы очень сильно. Ой, извините, да-да-да. Именно вот это. Я согласен. Там прям, Устраивай встречу. прям так почти и писал. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. Непонятно почему. Всегда все работало, и вот на сегодняшнем стриме обязательно надо... Ох, что ж творится? Надо что-то поломать мне. То ли обновление опять какое-то в ОБСе вышло, то ли что. На Ютубе вот уже хреновое обновление вышло. Будет такое красивое совпадение, если и в ОБСе тоже какое-то обновление. Какой-то день кривых обновлений, походу.
Ой, извините, вы должны переобуться на казаха, чтобы купить эту игру. Типа этого. Какое ты время выбрал для прогулки? Кто-нибудь из вас припоминает человека по имени Щен, который работает на тесака Вареза? Хорош послать. Кошелек или жизнь? А ты не встревай между водкой и закуской. Не твое это дело. Давай, уматывай отсюда. Давайте я сделаю вид, что не слышал того, что вы мне говорили, а сейчас уходите, пока можете. Я вижу, вы только глотку драть здоровы. Сука. Мы что, барского защитничка испугаемся? Покажем ему, как такие дела в нашей конторе обделывают. Здорово, Георг. Или Джордж. Да, я же нажал. Вроде ничего не обещала. Благодарю за помощь. С этим сбродом иначе нельзя. Они сами напрашиваются. Как и ты. Ходишь здесь в такое время, в такой одежде. Ну, я здесь по делам. В таком случае удачи. Подожди. Ты помог мне раз. Может, захочешь помочь и другой? А? На этот раз не только за спасибо. Как ты относишься к сериалу «Ведьмак» от Netflix, если не секрет? Привет, Аспис. Отношусь так себе. Начало сериала было довольно крутое, моментами там и дальше было что-то неплохое, но в целом, особенно более поздние сезоны, это прям кринж. Как минимум по выбору актеров. Там прям куча актеров, которые просто максимально не в тему, максимально хреново подобраны, максимально кринжово выглядящие. И от этого вся атмосфера портится. Да, тем, которые прям впервые знакомятся с Ведьмаком, может это и пофиг, они даже не знают, какими они должны быть. А теми, кто хоть как-то знаком со вселенной, с персонажами и в целом, то это прям кринжа там капец много. Вот такое у меня отношение. Ну и были хорошие моменты, Я не особенно на охранник и не начале. наемный убийца. А мне ни тот, ни другой и не нужен. Так что не прям вообще Я просто ужас-ужас, приглашаю тебя но точно прогуляться. ничего хорошего. Если по дороге что-то случится, тогда тебе, возможно, придется поработать. Что скажешь? Согласен. Буду идти в шаге от тебя. Держи меч наготове. Разумеется, просто на всякий случай. Ну, конечно. Я всегда так хожу на прогулки. Дождь. Чья вина? Чародей. До свидос. Уже? Как говорится, привет и пока. Ну, Иванища, пора в море возвращаться. Где-то я тебя вижу. Морду не бил? Красавица. Что надо делать? Держи! Бомжи какие-то. Палками. Береги себя. Эти люди Берегись. тебя здесь ждали. Во что ты впутался? Это обычные идиоты. Не знают, что не стоит задираться там, где ходит крупная рыба. Я вспомню об этом, когда мы будем рассчитываться. А у меня есть странные белые маленькие точки. Родненькие или... Нет, не знаю. Еще есть... неровные коричневые бордовые, которые... Так, не перебивайте меня. Которые всю жизнь у меня иногда просто появляются обычные нормальные. И дальше у меня сообщение обрывается. Я тоже забежал только если что. Привет, Игорь. Ну, хоть не под самый конец стрима в этот раз, когда уже музыка играет. Что-то у меня. А то я думал, это уже у тебя новая традиция какая-то появляется. Стой!
Не думал, что доживу до того дня, когда наша совет не поможет. Что сюда притащил? Чулочки еще напялил. Не поможет тебе никакой покровитель. Что нам принесет, Родовик? Один, кажется, сказал, что покровители тебе не помогут. Во что ты впутался? Ну, скажем так, я нашел определенную нишу, которую намерен занять. Подробности я оставлю при себе, поскольку не плачу тебе за вопросы. Пока что я и кроны не видел. А мы еще не за... Опять Ты опоздал. оборвался Ну, разговор. скажем так, по дороге у меня возникли непредвиденные приключения. Но сейчас мы можем перейти к делу, и это главное. А это еще кто? Мой садовник. Я всегда беру его с собой. Ну, по мне видно, что Он мы приносит садовник, мне конечно. счастье. Только не надо мне тут этих шуточек, ясно? Я сейчас всех боссов солов прохожу без урона лука нефритов. Зачем? Добро. Давай к делу, а то нас тут зима застанет. У меня есть 4 кварты сразу. Еще 2 на подходе. Если ты не врал насчет спроса. Я, Гинтер де Лаверак, никогда не нарушаю слова. Я раздал прошлые 4 кварты без всяких проблем, и люди готовы брать куда больше. Но это мы еще увидим. За последнюю партию ты должен 5000 крон. А-а-а. Мы договаривались на 4000, а я не люблю ловкачей. Не пытайтесь меня обмануть. Не то попробуйте ведьмачьего клинка, правда? Так я садовник. Какого ведьмачьего? Ты определись. Нравится, по той же причине, по которой боссов ХК без урона и амулетов. Прям на таком же уровне? Я думал, он у тебя прям особенный. Тогда ясно. Тогда вопросов нет. Удачи тогда. Меня не интересует, кто кому и сколько должен, но этот человек мне платит, так что я не хочу, чтобы он обеднел. Ведьмак, не ведьмак. Со всеми нами тебе не справиться. Хотите проверить? Худой мир лучше доброй ссоры. Пусть будет 4000. И пойдем отсюда. Вести с вами дела — исключительное удовольствие. Что ж, все вышло лучше, чем я мог ожидать. Ты нагулялся? Да, а вот и твоя плата. Один вопрос. Кому ты продаешь фистштих? О, у меня множество знакомых в высших слоях общества. Они требовательны и хорошо платят, но фиштех должен быть самого лучшего качества. Приятно было познакомиться. Так, вообще-то мы шли насчет вареников. Тут по пути чуть отвлеклись. Ну, 3 босса в ХК есть очень хороших. В Майне боссов меньше. Но они очень даже неплохие. Эй, седой! Мне пока точно рано судить. 10 крон он мне дал? Что, простите? Мне же не показалось. Пригрел бы я какую-нибудь буду. Так, после заката. Фигнутый.
А вот и он. Приветствую. Это здесь? Привет, ведьмак. Немного дальше. Ты готов? Веди. Отлично. Сюда. Человека короля нищих зовут Жесть. Что ты о нем знаешь? Немного. Жесть. Его легко рассердить, так что торгуйся осторожно. Он нам нужен больше, чем мы ему. Ты должен был прийти один, эльф. Это кто такой? Заботливый друг. Ах да. Добро. Значит так. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с Тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Торга не будет. Ну, попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от Пойду дохода. дальше боссов проходить, пока. Давай, удачи. Пока-пока. Мы дадим вам 25. Ты кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35 мое последнее слово. 25% и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, бродяга. Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Нет так нет, что поделаешь. Геральт, что ты творишь? Погодите. Будь по-вашему. Умеешь ты торговаться, заботливый друг. Мы согласны на ваши 25 плюс скидки. Согласен. Приятно иметь с вами дело. Договорились. Ой, жесть. Что-то тебя переклинило по пьяни. Это территория Тесака, нищеброд. Началось. Люди Тесака. Быстро он узнал. Где? Что нам делать? Я тебе в башку отщап. Сейчас убьют еще. Шевелись сюда! Геральт, быстрее! Закрывайте ворота, быстро! Вдруг Кто? к ним подмога придет! Кто ты один остался? Веди себя прилично, приблуда. Это Новиград, а не... Вот жесть! Сука! Ты говорил это честно? Осторожно! Вдруг они и там тоже. Осторожно! Вдруг они и там тоже. Осторожно! Вдруг они и там Не тоже. туда, Геральт. За мной. Так, меч поломался. За мной. И что теперь?
Ну ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. Может, ты дашь нам кого-нибудь в охрану? Несколько говнюков тесака выжило, так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет, так что на вашем месте я бы залег на дно. Хоть на время. Спасибо тебе, жесть. Рано или поздно начальство договорится, и вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Зараза. Эй, подожди! Удачи! Ну ты куда? Хатори, подожди! Вареник, вернись. А я всего 20 крон. 20 опыта, 20 крон. Вот это награда. Самый знаменитый бордель в Новиграде — это Пассифлора. Хатори, ты там? Отвори! Не в жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня! Никогда! Я отсюда не выйду до Миденвайерна! Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами. Поздновато раскаиваться. Король нищих наладит тебе поставки, и что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. Где я тебе возьму охрану? Где? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в осетре. Это старый пират со Скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь, мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь? Мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь. Геральт, не оставляй меня так. Скажу тебе, Йохан, я и не думал, что на белом свете найдется столько шлюх. Я от страха такой бледный. Тяжкие времена сейчас. Нельзя ли как-нибудь так, за полцены? А когда ты последний раз мыл пол? Я перестал туда ходить. Лучше не вмешиваться. Куда прешь? Не видишь, мы разговариваем. Так это был разговор? Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? Когда проиграете, вдруг окажется, что вам нечего платить. Во-первых, я тебе не проиграю. А во-вторых, я всегда... Что, драться расхотелось? Сучина убивает. Не далее, чем позавчера. 3 раза это слушала. 4-й раз меня Один стошнило. тип пырнул другого ножом за то, что тот требовал своих денег. Карты и бляди развлечения не платят.
Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Сукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем, внутри поговорим. Геральт, что тебя сюда привело? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка? Он твой зять? Зять, не зять, один хрен. Сперва подлизывался. Привези меды со скеллиги, оба разбогатеем. А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие нет-ты, брут-ты. Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Золотые слова, друг. Я ищу охранника. Ты не интересуешься? А чего нет, если есть деньги? Вот прямо сейчас нету. А, значит, бартер. Я тебе, а ты мне. Который я тебя убил. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Зять мне денег дал. Верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что? В общем, мне уже до мачты эти его деньги. Так что, если ничего не вернешь, то и ладно. Так что сделать-то? А разнеси ему весь запас меда, который я привез с Анскеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. Умный клиент сразу... Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина. Неграмотные дел не ведут. Передай, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. Из-за чего вы поссорились с Сукрусом? Я, видишь ли, решил возить сюда мед. Гиблое дело, скажу я тебе. Такую пошлину тут захерачили, что у меня аж яйца сжались. Вот я и заплатил этой деревенщине по договору, за вычетом пошлин. Скорее на Скеллиге вырастут... Знаю, знаю. На Скеллиге выросли пальмы. Заплати Сукрусу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сукрусу. Может, аккредитив? У Вивальди, да? Так я уже бегу. Беги, беги. Это было легко. Блин, эти бандиты на каждом углу. Надоели. Привет. Салют! Как там дела, Геральт? Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда? Золотой ты парень. Ну так что? Кому звездюлей-то ответить? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомы. Эйвор Хаттори? Эльфишка-то?
Он меня как-то на топорах развести хотел, курица дрена. И что? Ты на него работаешь? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграде. Это дело хорошее. Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Соберу только пару ребят, и можно идти. Как было легко с ним подружиться. Эй, Седой! А ты чё Морду так набили и потерял? сразу за стол позвал. Вроде чучело. Нормально. Опять 10 крон. Божественные награды. Ну и улыбка. Как лопнувший Не шрам. шляйся тут. Самый знаменитый бордель в Новиграде — это Пасифлора. Но есть еще хромоножка, девки. Ты уже здесь? А ты знаешь, как ловить, Геральт. Привет, Хатори. Вижу, Сукрус тебя уже нашел. Вы договорились? Привет, Геральт. Да, мне пришлось отпустить ему несколько топоров по оптовой цене. Ну да что там, спасибо. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутываешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду украсть. Обокрасть вора не грех. А что? Та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч. Доспехи, требушеты, катапульты. Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе Склад Ван Хорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. Ага, и вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Хатори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху нашатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со Ситром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Как стемнеет, там и увидимся. Скажу тебе, ёпта, я и не думал, что на свете найдется столько Этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. В жизни надо рисковать. Эй, красавчик! Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Ну и улыбка.
как Не лопнувший так грубо. шрам. Все деньги. Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Етить колотить, хватит вздор-то нести. Я ж его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь-ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его. Зачарует он вас, собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш. Уматывай отсюда, пока я добрый. Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ван Хорна? Ярпин Зигрин передает привет. Только во имя Рундурина все не выносите. Ну, мигом, а я пока в нужник зайду. Сегодня почтовый корабль не пришел. И где тут материалы? Действительно воняет нашатырем. Кажется, здесь. Теперь все. Осталось только дать сигнал. Ты что, не знаешь, чей это склад, козлоеб? Эй, Геральт, тут эта срань, про которую нам Хаттори говорил. Он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? Я все понял. Ну ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло! Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятёк! Херач с нами, грёбаных нордлингов! Давай, Геральт, вперед! Бей их, Сукрус! Тирс! Бей их! Мочи всех! Жалкое зрелище. Пора заканчивать. Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сукрус, я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Мир... Эх, зятёк, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. Где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ван Хорном? А свезем его на Скеллиги, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отвезти. Это верно, мне к нему тоже надо бы заглянуть. Что, простите?
Это что, боты приперлись или что происходит? Не, это мы стрим смотрим с девушкой. А то я уж испугался. Смотрю, что-то там непонятные пишут, еще и смайлики кидают. У меня сразу рефлекс сразу, что какие-то боты, и сразу хочется всех забанить. Я уж испугался. Привет вам тогда. Ты не по канону играешь. По какому не канону? А какой канон? Ведьмак не жжет в городе людей. Ну, извините. Еще я буду себе отказывать в удовольствии поджарить кого-то с корочкой только из-за лора? Из-за канона? Что за тишина? Если вы о стриме, то так почти всегда. Мы не боты, все в порядке. Все, теперь я спокоен. Не убивайте. Какими судьбами, кстати? Прям вдвоем. Искали, что на ютубе посмотреть, что ли? Или определенно специально Ведьмака. Так, теперь вы можете воспользоваться услугами мастера. Понятно. Подозрительно ты выглядишь, прибыл. Надеюсь, это все. С этими мечами и варениками. Но есть еще хромоножка. Приветствую, Эйвор. Геральт, живой и здоров. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, Тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сукрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Боты не так уж и плохо. Ты начинающий стример, не осуждаем. Ну, для меня всегда боты было это что-то такое неприятное. Никогда таким не пользовался и не хотел особо. И да, я типа начинающий стример, хотя уже стримлю несколько лет, все еще считаю себя таким. Никакой я точно не профессионал, не популярный мега сильно, поэтому так себя и считаю до сих пор начинающим. А на количество подписчиков можно не смотреть даже. Лучше смотреть на количество зрителей, которых нет. Вот поэтому, если смотреть, то да, точно начинающий. А вот наткнулся на стрим и скинул девушке, она не знает эту игру. Ух ты. Ну, может будет повод ознакомиться. Насколько я знаю, даже девушкам иногда подобные игры, ну в данном случае Ведьмак, может очень даже понравиться. Главное, в нужный момент посмотреть какой-нибудь стрим, например, у какого-нибудь стримера, или просто видосик, и может заинтересовать. Если просто смотреть какой-то, не знаю, моменты, где ты просто бегаешь, карту лутаешь, то, понятное дело, может и не особо заинтересовать. Хотя, кому как, может кому-то наоборот такое интересно. А если какой-нибудь там квестик интересный или сюжетка эпичная, то может что-то даже заинтересует. Почему бы и нет. Я Моблатор? Моблатор? Это кто? Это что? А, мобилу? Понятно, все понял. Понял, кто такой Моблатор. Играю только в мобилу. Пока что то новенькое изучить. А, пора, господи. Глаза долблюсь как будто уже. Пора что-то новенькое изучить. Согласен. Почему бы и нет? Хорошая идея. Я вам очень рад.
Так, Игорь у нас на YouTube. Почему-то перебрался. С чего бы вдруг? У тебя DLC есть? Конечно. Куда же без него? Там с DLC каменные сердца можно руны навещать на меч и крутиться. Это не контрится со щитом. Ну да, рун нам еще далеко. Но я знаю про этого мастера, естественно. Можешь попроходить сюжетные квеста, показать моей девушке интересные моменты. А как раз у нас сегодня сюжетный стрим. Какое совпадение. Вот были бы вы на прошлом стриме, то я бы вас огорчил, потому что на прошлом мы как раз всякие доп-квесты проходили, не сюжетные. Всякие заказы там и прочее. Которые тоже, конечно, иногда интересные бывают, но это не сюжетка. А вот сегодня как раз сюжетка. В том числе и связанная с Трис. Это вот именно сейчас... Вот это только квест у нас пока начало стрима. Этот квест у нас дополнительный, не сюжетный все еще. Но это я решил начать с него, потому что пока начало стрима, пока там народ подойдет, пока все там раскрутится, развертится. Поэтому я решил начать с этого квеста. А вот после него уже сюжетка пойдет полным ходом. Так что вы как раз вовремя. Если вам интересно будет, конечно. Один раз форум уже играл в эти игры с ботами. 17к подписчиков. Я ничего не играл. Я вообще просто рандомно шорты выкладывал. И оно само пришло. Ничего я не играл. Что за ложь? Это все ложь. Они сами пришли, сами ушли. Но 16 тысяч еще остались. Хотя потихоньку и они уходят. По чуть-чуть, по капельке. Я все вижу, как их становится все меньше, меньше, меньше. Когда-то было 18, уже 16. И плюс этот не перебивает минус, который реальные люди подписываются. Где еще стримишь? На Твиче. У нас обычно в последнее время, по крайней мере, 2 стрима на Ютубе. Один классический вот этот. И еще шорт-стрим. Но, к сожалению, сегодня по техническим причинам шорт-стрим не заработал. Поэтому сегодня на Ютубе только один стрим классический. И на Твиче еще параллельный тоже. Как всегда. А, поняла, Twitch и YouTube. Да. Twitch и YouTube параллельно. В чате, если что, рестрим-бот иногда... Ну, когда, понятное дело, кто-то пишет на Твиче или на Ютубе, то рестрим-бот показывает сообщение с параллельной платформы для удобства. Так что всем видно, если что, кто там что пишет с других платформ. И все удобно могут общаться друг с другом. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное? Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. Через несколько дней? Ладно. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Здравствуй, Геральт. Тогда этот квест у нас пока что в долгий ящик отходит. Покажи мне свои товары. Салам, бро, удачной игры, держи лайкос. Привет, бедолага, и тебе. Удачного просмотра или просто удачи, если ты пойдешь дальше куда-то. А на стриме не задержишься. И спасибо за лайкос. По традиции. Быстрее будет мышкой. Продать и купить. Так, у меня опять поломалось сравнение. Ну и ладно. Починить. Так, с крафтом я вне стрима потом разберусь, чтобы сейчас надолго не застревать. Это разобрать. Разобрать. Все. В Гвинт ним сыграть нельзя. Мой меч уже готов? Еще нет. Приходи позже. Тогда я пошел. Будь здоров. Но мы ждем, пока ты продолжишь проходить квест. А то ты зачитался что-то. Скажу тебе. Да уж.
Так. Сюжет. Погнали. Их у нас 2, я смотрю, сюжетных квеста. Сокровище Ройвена и охота за младшим. Давайте вот этот выберем. Он как раз тут поближе. А, они тут вообще рядом, оба. Или вы предпочитаете в Гостик 3 сразу пойти? Это у меня сегодня стрим посвящен как бы сюжетной линии с Трис. Не был уверен, начать прям пораньше с нее или попозже ставить. Как самые типа интересные. Он любит говорить. Иногда по 2-3 часа. Вы отрывками только не говорите. Вот это вот. Вы полностью рассказывайте до конца, что иногда у нас бывают разговорные части стрима, где мы, например, Хорнет в Силксонге положили спать в кроватку в ее доме и просто болтали с чатом несколько часов. И вот так у нас был полстрима игры, полстрима разговоры. Даже когда всего 2-3 человека, или один вообще. Ой, Геральт умеет сквозь двери проходить. Вот так вот мы разговаривали. А вообще, считаю, это хорошо, когда стример не игнорирует чат и раз в 100 лет читает какие-то сообщения, а прям все зачитывает и нормально общается. По крайней мере, пока чат небольшой, пока у меня мало зрителей. Когда у меня будет 1 000 000 зрителей, то я, понятное дело, тоже чисто физически не смогу за всеми уследить. Тогда уже другое дело. Есть здесь кто? Открывайте. Может 3 дня скипнуть через медитацию. Да, но я все равно не спешу. Да и тот меч, насколько я помню, все равно не мега такой великолепный. Я знаю, что он здесь. Ну и что с того? Занят он. И что удивительно, всегда вот когда вот такие квесты связаны с каким-то легендарным мечом, легендарной броней, потом оказывается, что эта броня или меч хуже, чем твой, который ты сейчас носишь, ну или чуть-чуть лучше. И ты в ближайшем будущем все равно его меняешь. Зато квест такой, рассказывается, что это прям оружие богов. Ты сможешь им убивать богов, оно такое великолепное, самое лучшее в мире. Ну а по факту фигня какая-то. Зачем тогда такие пафосные словечки? Занят? Чем? Он принимает важных гостей. В таком случае скажи ему, что пришел еще один важный гость, Геральт из Ривии. Я не уйду, пока не увижу его. Ну хорошо, я попробую. Прошу обождать. Сигеровин вас ждет. Меня зовут Гапен. Гапен. Встреча проходит в бане. Однако сперва надобно зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. Мы идем в Тут бане. можно раздеться. Вещички ваши будут в безопасности. Так. Замечательно. Сигеровин ожидает в следующем зале. Замечательно. Эй, белоголовый. Красивое тело. Ну, началось. А младший отрезал ему руку и велел засунуть ему в зад, а потом отослал тело обратно. С рукой... Хватит трындеть. Мы только время теряем, а дело проще простого. Младший получил приглашение и не пришел. Он еще покажет вам, где он всех нас видел. А сколько прошли уже? Ну, может, половину. Не уверен. Фокус с дверями. Ага, внезапно. Спокойно, Тесак. Ублюдок-младший выходит из игры. Он и так умеет. Мой секретарь все вам напишет. Нет у тебя секретаря. А младшего мы уберем только когда все будут за. Ройвен, твой гость. Нахера ты его впустил? Я хотел с ним поговорить. Это Геральт из Ривии. Рад снова тебя видеть.
А я, сука, один не в курсе. Ты кто еще такой? Какой ты грубиян. Пусть наш хозяин обо мне расскажет. Это ведьмак. Тот самый, что сперва предотвратил покушение на Фольтеста, а потом убил этого достославного короля. Якобы я не убивал Фольтеста. Здравствуй, Дикстра, Ройвен или как прикажешь тебя называть. В последнюю нашу встречу Геральт меня здорово побил и сломал мне ногу. Интересно, с чем он пришел сейчас. Ломать вторую ногу? У вас гости? Кто-то вломился в бане. Несколько людей. Что этот провидец хренов несет? Убийцы! Пожалуйста, не надо! Твою мать! Я как знал! Оружие это есть? Найдется. Мы будем драться в полотенцах. Вот это поворот. Вот это супер броня. С голой жопой я еще не бился. Вот и я о том же. Ай, как больно. Ай, как больно. Ну да, понятно. Брони тут никакой. И урон по мне офигенный. Пока только 17к ботов и 10 человек. Ты мне, кстати, так и не ответил, чего ты вдруг на YouTube перешел. Я же надеюсь, на Твиче все работает. Зачем читать, когда искусственный интеллект может за тебя все прочитать? Не обязательно читать. Есть, кстати, такая фича, что ты можешь что-то там подключить, и тебе будет реально этот яичный голос там зачитывать твои сообщения. Но это мне так не нравится, оно так криво это читает. Интонации отвратительные. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, что происходит? Что за 2 FPS? Ё-моё. Я надеюсь, оно сейчас починится. Ё-моё. Там стрим не отлетел случайно. О. Почти починилось. Наконец-то. Это было страшное зрелище. Попробуй со мной, хрен гнутый. Все правильно. Сука! Давай! Никто не должен уйти. Заклятие! Рыбную, как собака, Вера. Хорошая работа. Прошу прощения за инцидент. Охрана подвела. Я непременно сделаю из этого выводы. Это люди ублюдка. Делай пока выводы из этого. Не начинай, особенно при гостях. Он пришел за минуту до нападения. Случайность? Я так не думаю. Пусть он сам все объяснит. Как будто бы и без полотенца дрался. Ну, почти. Там все-таки полотенце. Без шуток все равно какую-то броню реально дает. Там 2 единицы брони или что? Что-то типа этого. Так что это не 0. Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гапена. Ох, он бы отругал меня за скверные манеры. Франциско Бедлама ты знаешь. Впрочем, кто не слышал об этом меценате и покровителе мелких предпринимателей?
Краснолюд — это Карл Варезе по прозвищу Тесак. Он больше по части развлечений. Я ответил. Ты не увидел, я написал лень на Twitch заходить. А, да, вот нашел это сообщение. Как жизнь, Ройвен? Ты пропал на несколько лет, и вдруг я встречаю тебя в Новиграде. Я изрядно постранствовал по миру. Посидел некоторое время в Зерикании. Что ты делал в пустыне? Искал единение с природой. Но, как видишь, истосковался по культуре, и вот я здесь. Решил осесть в Новиграде и стать добропорядочным гражданином. А когда-нибудь, кто знает, еще и в городской совет войду. Я ищу ублюдка младшего. Интересно. Чего ты от него хочешь? Это мое дело. Геральт чрезвычайно нервно оберегает свою личную жизнь. Следить за ним всегда было кошмаром. Когда он искал Меригольд, то был более открыт. Вашу мать, господа! Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить и сделает это рано или поздно. Значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя, если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Есть мысли, где искать ублюдка младшего? Буду признателен за любую подсказку. Сиги? Давай попробуем. Геральт умеет искать людей, и он не болтлив, что само по себе ценно. В таком случае я вас оставляю. Я зайду завтра. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим. Эх, Приватно. так и не искупались. Только что-то там побегали, Что было, то попрыгали. было. Но хорошо встретить старого друга, Пока благодаря дрались. которому я так часто принимаю ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде, по крайней мере, по 6 раз в день. Иначе она гудит, как колокола в Поклере на рассвете. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Танаде иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай, ты, Ройвен, точнее Дикстра, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай, а если нет, избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тесак найдет ублюдка? Может и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка, осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. Почему ты и Бедлам не хотите войны с ублюдком-младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает. Она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму, кто. А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра?
И что ты был главой риданской разведки. Если бы я вместе с Тесаком, Бедламом и ублюдком построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят? Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню, иерарх Хеммельфарт проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход со ставок куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Так где эта арена? В каналах, под Золотым кварталом. О, нет. Но вход туда из кварталов бедноты, в обрезках. Опять Ублюдок каналы. обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Опять канализации. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на Храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Я попробую найти ублюдка младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с Тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью, может, что придумаю. О, с ним можно в Гвинт играть. Так, ладно, дело у нас не в проворот. Нас направили и туда, и сюда, и туда, и туда, и сюда, и туда. И с кем поговорить, и туда сходить, и там побывать. Ты общаешься с Родовидом? Ладно. Я вижу, шутки тебе удаются. Нет, я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебя заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. А уж особенно чародейкам из ложи. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы, иногда заказные убийства, старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Слушай, может, ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. С лютней. По мне, так пусть себе там гниет хоть с волторной. Какой-то ты нелюбезный. Что, Лютик тебе чем-то насолил?
Само собой. А в чем дело? Как и всем. Видишь ли, он тут выдал сонет, где во втором четверостишии парные рифмы вместо опоясанных. Сам понимаешь, что меня, как ценителя поэзии, это глубоко оскорбляет. Я ему такого не прощу. Я серьезно. А если серьезно, то у меня нет времени, чтобы переживать за твоего друга Бабника. У меня своих бед хватает. А ты мог бы мне помочь. Так. И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике. Выяснил бы, что с ним стало. Ты мне заплатишь? Я так понимаю, кроме сведений о Лютике, ты мне еще и денег дашь? Ничего не бывает даром, да? Интересно, когда тебя Эмгыр нанимал, ты был такой же языкастый? Кто тебе это сказал? Как кто? Эмгыр? Ха-ха. Не буду же я выдавать Хи-хи. моих информаторов. Это было бы очень непрофессионально. Но хватит сплетенок. Да заплачу я тебе, заплачу. Ну так что, я могу на тебя рассчитывать? Может, и помогу. В чем дело? Чем говорить, проще показать. Образ стоит 1000 слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь. Если ты разболтаешь про то, что видел, заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Прошу следовать за мной. Опять секретные проходы. Шпионские. Барт. Барт, перестань сию же минуту. Я плохой. Из-за меня усилки несомные. От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Так. Еще один тролль, которого мы встречаем за игру. И все они были забавные, этот не исключение, скорее всего. Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен. Барт стерег горбатых коней. Там жарко. А Сиги забрал Барта. Сиги добрый. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерег. Но было бум. И нету шамны. В переводе на человеческий. Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире.
Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвященных. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. А откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведешь, я тебя убью и скормлю Барту. Барт, неприятно. Работа такая. Ой, как страшно. Хорошо, я тебе помогу. Не вижу энтузиазма. Это все из-за ведьмачьих мутаций. Нас же лишают эмоций. Иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гапен клялся, что все было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Грёбаная идиллия. А сколько все это добро стоило? Так, более-менее. А что, хочешь прикинуть премиальные? Не надейся. Я тебя слишком хорошо знаю. Я просто хочу понять, что ищу. 3 ящика нильфгарских флоринов, сундук изумрудов, рубинов и топазов, серебряные канделябры и блюда. Долго перечислять. Вся шамна. Ну не плачь. Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чем еще спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Редании? Нет. Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Ее не было, а потом бум, и была. Барт хотел увидеть, но не увидеть, а спать, потому что злые грибы. Какие еще злые грибы? Плесень попса. Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов, и тебе конец. Только тролль, может быть, продержится. Барт тролль. Может быть. Я не тебе говорю, баран. О чем бишь я? Ах да, плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры ее как-то обошли. Ты видел их, Барт? Как Барт вышел из дыры смотреть, что бум, вдохнул гриб и заснул. И нету шамны. Ладно, ладно. Не расстраивайся. Бум? Поясни. Бум! Такое большое. Я поясню. Взрыв разнес стену, отделяющую каналы от сокровищницы. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. У меня большой опыт. Я всю жизнь работаю с идиотами. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать, так что эхо шло. Говорю ему: Фонс, перестань. Ты все-таки в обществе графа. Бывшего, но все-таки. А потом он блеванул и остался без антидота. Я пытался его вытащить, но услышал такое бульканье, и что-то вылезло из воды. Я ценю жизни своих людей, но свою еще больше, так что бросил я Фонса и рванул к выходу.
Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет. В каналах полно разной дряни, там ничего не разглядишь. Ну, что-то ты наверняка заметил. Нет, не заметил. И не провел предварительного таксономического анализа. Я драпал со всех ног. Ну, скорее всего, утопцы, водные бабы, как всегда. Что еще из воды могло вылезть? Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя еще антидот против попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бурда, откровенно говоря. Но работает. Прошу. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнешься, мне от тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то, как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Ладно, в Гвинт с тобой потом сыграем. Ох, лютик. Во что ввязался. Барт, есть минутка? Минутка? У Барта нет минутки. Есть камни. Хочешь? В смысле, я хотел поговорить. В смысле? Где это? Еще раз. Давай поговорим. Тебя Сиги любит. Давай. Перед кражей было что-то подозрительное? Пода. Пода что? Пода что? Что-нибудь другое. Ты мог что-то увидеть, почуять, услышать. Да, да. Барт слышал. Такое... А что это было за шипение? Как у змеи? Нет, другое. Не как зверь совсем. А как что? Как... камень. Шипящий камень. Угу. Угу. Откуда было слышно шипение? Барт слышал в нужнике. Где? Ну, где Барту нужно делать кучу. Ладно, поговорим о чем-нибудь еще. Хорошо. У Барта есть время. Барту теперь стереть нечего. Почему ты так любишь Сиги? Сиги добрый. Сиги заботится. И запер тебя одного под землей. Тебе не скучно? Делать тебе здесь нечего? Барт, когда нечего делать, думает. Много. А о чем? Можно узнать? Камни. Камни. Камни? Камни интересно. Ясно. Душевный разговор с Спасибо троллем. за помощь. Бывай. Бываю. Бываешь. Вот и поговорили. Так, я тут украду чуть-чуть у Дикстры. Тоже. Края трубы выгнуты наружу. Что-то разворотило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Похоже, тут сходятся все сточные трубы из бани. Так, во-первых, у нас теперь есть... Не, это не то. Или мне не надо ее крафтить, это фигня от попса. А, она у меня уже вот тут стоит. Да, блин.
Антидот. Временный иммунитет. Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонку, по краям остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба, не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Без антидота туда лучше не лезть. Куски труб. Какой же был взрыв, если они до сюда долетели? Так, антидот Бэмс. А вот и утопцы. Утопцы? Ну, конечно. Ну, конечно. Еще утопцы. Это бугай, о котором говорил Дикстра. А вы еще здесь? Кстати. Парочка, которая зашла. Или вы уже убежали, может, вдруг? К сожалению, тут канализации как раз начались мерзкие. Но я не специально, так уж получилось. Об этом Дикстра не говорил. Значит, он из команды Лютика. Здесь повсюду блевотина. Видимо, он тоже выпил антидот и тоже не смог его удержать. Надо сжечь эти трупы. Он определенно шел туда. Иначе утопцы так и будут сюда сползать. Так, сжечь. Не туда, Геральт. Ну не туда, Геральт. Можешь прицелиться вот сюда. Спасибо. И еще первый сжечь тоже. Ну вот. Может, теперь утопцы пойдут пировать в другое место. Геральт, держись. Ну что, паскуда? Я уже близко. Блин, какая неясыть. Верните мне еду. Не наоборот, надо было. Это тут такие пусть будет. Вот сюда. Антидота, думаю, мне хватит и того, что сейчас действует еще. Донышко сосуда покрыто рунами. Там и тут. И оплавлено, возможно, взрывом. Я просто Должен быть удостоверился. осколок бомбы. Пахнет как масло виверны и карамель. Карамель? Больше я тут ничего не знаю. Золотой
Тут Пора следы возвращаться. заканчивались. Блин, Геральт. Видимо, Лютик погрузил козла Говори на что-то одно. лодку. Сразу две фразы говорят одновременно. Все, вернуться в баню и рассказать все Дикстре. Замечательно. Канализации закончились. Аллилуйя. Тут еще и бежать недалеко. Или лучше я вернусь этим же путем, так будет, наверное, быстрее. Сказал я, канализации закончились, и побежал обратно в канализацию. Ну, я хотя бы просто мимо. Уже знаю, куда бежать. А, тут еще что-то можно у него украсть. Пока никто не видит. А ты, насколько я понял, сам играл лично. Просто посвящаешь девушку в игру. Судя по тому, что ты сам мне там советовал кое-что. Я так понял, что ты уже сам играл. Этот спит на посту. Ай-яй-яй. Так, книжечки можно украсть. Ну, естественно. Так, новые ведьмачьи древности. Половолка. Школа Грифона. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? О, Гвинт, кстати. Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал? Присядем, конечно, конечно. Я нашел тело одного из воров. Его стошнило от антидота, как этого твоего Фонса. Прекрасная смерть. У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного, пустой флакон. Будь он важной персоной, его бы так не бросили. Значит, обычный носильщик, такие ничего не знают. Мертвый след. Буквально. Сокровища высыпались из ящиков, так что я смог пройти по следу воров. Знаешь, как в той сказке, с крошками? Припоминаю. Гензель, Гретель, сожжение ведьм. Очень по-новиградски. След вел до самого выхода из каналов и там оборвался. Готов спорить, что ящики погрузили на лодку. Понятно, что не на телегу. Лодку мы не выследим. Значит, это тупик. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. Я не шучу, говорю как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует с серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Вкусил немного в Оксенфуртской академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. Узнал еще что-нибудь о бомбе? Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте.
А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов и бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз, застряла у решетки, и, как говорит Барт, большой бум. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Гапен ведет книгу посетителей, так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. А ты неплохо поработал. Благодарю за признание. А, твоя знаменитая ирония. Мне так ее не хватало. Неужели? Угу. Как гвоздей в исподнем. Ну ладно. Ты осмотри бассейны справа, я возьму те, что слева. Позови меня, если что-то найдешь. Ничего интересного. Опять плит. Что-то тут плавает. Масло? Масло и все. О, Серебряная крышка. Похоже, от цилиндра в стоке. Дикстра, иди-ка сюда. Есть что-нибудь? Ага. Фрагмент бомбы. Капен! Спускай воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз-два. Кстати, ты уверен в Гапене? У него доступ к баням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Гапена много недостатков. Он напыщенный павлин, временами ведет себя как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах, а шпион — в людях. Филиппе Эйльхарт ты тоже когда-то доверял. Да. Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. привет, Леха. Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Гапен, кто был в этом бассейне в день ограбления? С чем поздравляешь? Бертольд Хайнц, городской советник, Йозеф Швейк, генерал, и марграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Маркграф Хенкель? Это кто? Скорее, кем он был. Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный марграф склеил ласты в борделе, одетый в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет, он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. Доплер. А ты, Геральт, займись этим. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка, ловчило которого мы ищем, мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом. Погоди. У тебя есть минутка? Да. Я все уже второй раз пытаюсь Ты тебя играешь, словить, чтобы Гвинт? в Гвинт сыграть. Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Ну давай. Сегодня, думаю, Гвинта будет капец мало, поэтому чуть-чуть отвлечься
ненадолго можно. Так, думаю, опять Нильфгард. Мы сегодня его обсуждали. Да, но это давно уже было. В начале стрима буквально. Аж. Я, если что, между попытками иногда захожу в чат читать. Ясно. Буду иметь в виду. Воу, 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 воу. У него 2 карты остались, у меня 7. И он еще и не догоняет. Но это победа. Неплохо. Вижу, у тебя в колоде не хватает Эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки Скаятаэлей. Что-то он назвал одну карту, а в субтитрах было написано совсем другая какая-то. Маршал Виссигерт. Это север. 10. Неплохо. Дойти до дома марграфа Хенкеля. Не надо ли тебе чего, мастер? Для некоторых. Эта погода вызывает у меня ностальгию. Новиград. Столица. Ну и развалюха. Больше похоже на берлогу нищего, чем на этого маркграфа. Интересные у Лютика друзья. Следы ног.
О, и бутылка. Вино года твоего рождения и отличное, неожиданный букет непременно попробуй. Только, пожалуйста, положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про Лютика? Или про Цири? Годы 1245-1254. Я откуда знаю, какие года у Лютика или у Цири? Ни хрена. Ну, методом тыка. По классике, значит. А, тут можно прям и туда, и туда, и сюда. А вот урожай 1255-1264. Блин, ну гадайку тут тоже много вариантов. Тут 4, там 4. И И ничего. Я ничего не пропустил случайно. Записки вроде же не было годов. Код 1260. Но если это подсказка, то я благодарен за нее. А то я тут долго бы тыкал. старые вина. Это нет. А вот урожай 1000. Ничего не вышло. Тоже не значит. Я сам не знаю. Не-а. Тоже не 60-й, значит. Ладно, будем тогда тыком. А вот урожай. Только в быстром режиме. И ничего. Попробуй. И ничего. Что ж, ладно, у меня есть идея. Так. Годы 1000. Какой-то щелчок. Опа. Кажется, в соседней комнате. Повезло, не так долго просидели. Сезам, откройся. Комната. Наверное, здесь Лютик и остальные готовили налет. Инструкция по сборке бомбы написана неким Калькштейном. Калькштейн? Сахар. И какие-то комочки в масле виверны. Ладно, я просто хотел загуглить. Ну это бомбу любой собрали смог бы. Просто загуглить, это понятно. Масло виверны. Масло Да виверны. я не это хотел выбрать. Письмо Дуду. Цири. За мной следит Менге. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Опа. Не ожидал тебя здесь увидеть. Особенно в обществе Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе. Тебе это также любопытно, Трис? Нет, но мне заплатили. Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь, если верну казну.
Кстати, или как говорят в Боклере апропо, ты не узнал, кто попер мое золото? Попер. Постой. Сначала скажи, зачем пришел. Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь. Вроде так, но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке. Да хрен там беспокоился, ты мне не доверяешь. Как и ты мне. Здоровые отношения. Господа, я польщена, что мне довелось увидеть эту словесную дуэль. Только помните, что в отличие от вас, я, выходя в город, рискую жизнью. Поэтому очень вас прошу, давайте к делу. Ты напрасно беспокоил Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, некто Калиб Менге. Вот, пожалуйста, Меригольд. Не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезен рассказать, как ты это узнал. Умираю от любопытства. Это несущественно. Несущественно? Мы, кажется, договорились, что ты мне поможешь. Я помогаю. Но это не значит, что я должен тебе во всем исповедоваться. Я закрою глаза на эту наглость. Но только потому, что наш блудочестивый муж действительно может иметь отношение к налету. Менге последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуний, в доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Ага, значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки. Дорогой мой, если я могу кого-то использовать, я так и делаю. Очень удобно. И безопасно. Давай, признайся, ты же боишься Менге? Разумеется, я его боюсь. Он очень опасный сукин сын. Полагаю, Трис со мной согласится. Я бы сформулировала это иначе. Но с общей мыслью я согласна. Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку, которых столь многое объединяет. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь. Что мне и нужно. Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. Иными словами, ты нами играешь. Играю? Что вы. Я просто направляю объединяющее вас чувство. Ну, голубки, мне пора. Удачи! Я думала, ты возразишь, что мы... Ты понял. Ты сама могла бы возразить. Да. Но это так тяжело выговорить, правда? Ну, мы отошли от темы. Нам надо вернуть казну. Трис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстра интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири. Да. Менге где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это все меняет. Слушай, встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня, на восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казармы охотников. Идет. До свидания. И спасибо тебе. Ну вот и задание с Трис наметилось. Помимо того, что я планировал еще. Чудовищ-то нету. Встретиться с Трис у часовни Вечного Огня. А что у нас там еще было? Вот это вот. Сразу 3 места. Так. Это ринг. Это казино. Это укрытие.
Давайте отвлечемся на этот квест теперь. Мир сгорит! Сгорит! Давно. Я тоже поверил одной вещи. Говорят, люди-ублюдка добрались до гнилой рощи. Кто-то бедлам стелился. Здесь таким, как ты, не место. Чего тебе тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. Вот мое приглашение. Могу отдать вам, если хотите. Мы не откажемся. Кстати, вот эти кроны — говно, а не монеты. В Темерии, можно сказать, я, мол, друг Фольтеста. В Нильфгарде сам император за меня поручится. А тут что? Жопа? Это верно. На монетах какая-то ебаная лодка нарисована. Ну что тут скажешь? Я знакомый одному кораблю. Это бред какой-то. Одного корабля. Ладно, заходь. Мне бы еще Это кто раз такой? сыграть. Я Я тебе отыграюсь. каждый день У тебя денег не осталось. Ставлю дом. Идет. Можно? Почему нет? Я бы сыграл, но меня интересуют только большие ставки. Это Я что, тебя опять не Гвинт? знаю. Может, есть у тебя деньги, а может, нет. Может, умеешь ты себя вести, а может, не умеешь. Если с тобой не будет хлопот, то потом и по-крупному сыграешь. А пока что масса столов для любителей ждут тебя наверху. Смотри, не просади все сразу. Я думал, что сегодня Гвинт у нас будет мало, но походу нет. Есть деньги, играй. Нет, двери там. Прошу ко мне не приставать. Да не больно-то и хотелось. Еще слово, и я тебя заберу наверх. Второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. Карта тебе идет. Я присоединюсь? Я тебя тут никогда не видел. Ничего удивительного. Я здесь первый раз. Тут занято. В любом Ну случае, нет так нет. здесь играют по-крупному. У меня есть деньги. Мне не интересно, есть у тебя деньги или нет. Мне интересно, как ты сюда проник. Меня пропустили. Для тебя этого достаточно. Нет. Надеюсь, тебя кто-нибудь рекомендует. Я хотел сыграть А до вообще-то, тех а не пор на допрос я с тебя глаз не спущу. прийти. Разговор закончен? Тогда давай уже играть. Не вопрос. Садись. Ну неужели? Тум-ту-тум-ту-тум. О, это очень кстати. Эх, спасовал. А я только обрадовался.
Гениальный ход. Правда, чучело зачем мне тут? Вообще не пригодится, только если у него внезапно шпион какой-то не появится. Так, это на дальний бой. Хорошо. Великолепно. Я выиграл. Думаешь, я не знаю? Хочешь отыграться? На что? Ты оставил меня в одних портках. Я и полкроны больше не поставлю. Следующий. Хорошо идет карта. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Чудищ нет, так что можем спокойно сыграть в карты. Деловой? Ха, конечно, можем сыграть. Если только деньги есть. Найдутся. Фиштиху. Говорят, тут лучший фиштих в городе. Я хочу просто поиграть. Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя как бог черепаху. Ну, сейчас узнаем. Так, Нильфгард против Нильфгарда. Вот тут уже шпион, то есть это чучело как раз мне бы пригодилось, да. Сначала хотел сказать, что колода какая-то не очень зашла в руку, но может быть сейчас будет получше уже. А вот и чучело. О, ей сразу пригодится сейчас чучело. Короче, сейчас шпионы против шпионов, я чувствую, опять будут у нас. Нильфгард против Нильфгарда, шпионы против шпионов. Великолепный геймплей. Великолепно. Сильнейший отряд на поле, но золотые не считаются. Десятка. Ага. Хорошо. Догоняй.
Кстати, неплохая колода. У меня или у него? У тебя, конечно. Согласен. Неплохая. Но что-то у него тоже неплохое всякое выпадает, я смотрю. О, я уже думал поражение, но повезло. Было близко. Я с тобой не играю, ты мне несчастье приносишь. Я с тобой не Иди разоряй играю. кого-нибудь другого. С другой стороны. Чё сразу Кому обижаться? в картах не везет, везет в любви. Не всегда. Следующий. Тебе чего? Как сегодня идет карта? Я с плебсом не играю. Ишь ты. Когда-то меня даже в рыцари посвящали. Действительно? И кто проводил посвящение? Позвольте спросить. Мэва, королева Лирии и Ривии. Во время Второй войны. Так вышло, что мы с друзьями отбросили нильфгаарцев в стычке на мосту. Мэва приказала мне встать на колени и повторить слова присяги. Битва за мост? Слышал. Понимаю. И снимаю претензии. Тогда за дело. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Сначала у меня колода Севера была самая крутая, теперь походу Нильфгард с этими всеми шпионами. Ой, какой плохой заход. Хотя... Могло быть еще хуже, если честно. Шпион, блин, постоянно шпионами его называю, чучело. Против меня сколько-то Элли. Ну, пусть будет, наверное. Хотя... Не, вот этого поменяю. Все равно эта княгиня его вызовет. Чучело может реально пригодиться. Потом. И он пошел меня 2-0 с 3 картами. Ну ты молодец, конечно. Чё, и какими картами? Единички, вау. Это был странный ход. Поздравляю с выигрышем. Спасибо. Так. Вижу, карта тебе идет. Да, мне сегодня везет. Если счастье тебе благоприятствует, этим надобно воспользоваться. Наверху есть комната для избранных.
Вот там действительно крупные ставки. Если так, приму приглашение. Пойдем со мной. Здравствуйте. Вот комната для избранных. Здесь никто не будет мешать. Не слишком тут уютно. Да и играть неудобно. Человек недоверчивый мог бы подумать, что это комната для допросов. Младший не верит в чудеса. В этой комнате мы объясняем ловкачам, как сильно он не любит, когда его обкрадывают. Займитесь им как следует, а когда закончите, обмотайте ему ноги якорной цепью и в понтер. Ну-ну. Давай. Слева заходи! Слева! Ну-ка вместе! Бей, ублюдка! Колдуем, сука! Ну да, со всех сторон в этой тесной маленькой комнатке. Ты уже покойник! Навались! Избили до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Ты живой? Не добивай. И в мыслях не было. Вот меня эти выродки отделали. Кости целы. Ты освободишь меня? Как тебя зовут? Рико Майерсдорф. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстер знает, что младший сговорился с реданцами? Так, я запомню насчет благодарности. Ну, конечно. Держитесь вместе! Мамочки! Мамочки! Тебя падалью! Все. Всех гостей распугали.
Еще один. Хватит болтать, к бою! Так, с казино разобрались. Дальше ринг. Блевать или не блевать? Вот в чем... А я всего одну и пил. Милый, а что у тебя такие седые волосы? Я вот что думаю. Знаете, из-за кого это война? Слышали? На дом Тесака налет устроили. Убили его? Куда им? Тесак деловой. Как война началась, он каждый раз в новом месте ночует. А все равно ублюдка за жопу возьмут. Тесак это дело так просто не оставит. Ежели... Прохода нет. Не крутись тут. А знаешь... Здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. И не стой здесь. Узнаешь бумагу? Контракт на бой. Вижу, читать ты умеешь. На кого выписан контракт? На Ждана. Ждан — это я. Еще вопросы есть? Заходь. Только не слоняйся тут. Давай сразу к Игорю. Все в порядке. До конца и налево. К Игорю. Игорь. Что-то много Игорей в этой игре. Давай, твоя очередь. Я уже готов. невидаль. А проигравшим платят что? Проигравших свозят на кладбище. Уговор, помнишь? Я подложил ему проржавевший меч. Ты, главное, протяни минуту. Ладно. А потом выпущу паразиту кишки. Я тут. Кстати, я сейчас немного заинтересовался в Лего. Что, по-твоему, лучше? КВ-1 или... Или ПАК-40? Портки насрал. Какой еще КВ-1? Какой ПАК-40? Ничего не понял, о чем ты говоришь. В чем это к Лего? Как это относится к Лего? Ничего не понял. Если бы ты лук с маслом ел, то не был бы такой бледный. Опять Геральт сквозь стены проходит. Да что ж такое? А отсюда теперь не выйти, да? Из-за этого бага. Замечательно. Теперь Эфиопию. Что вообще в чате происходит? Какие Эфиопии? Какие Лего? Ничего не понятно. Я шучу, он же любитель исторических игр. Это да. Кстати, Леха, как там успехи захватить весь мир за Парагвай? До конца и налево.
Давай, твоя очередь. Я уж готов. Опять в пояснице! У кого, помнишь? Кто знает? Я подложил ему проржавевший меч. Рожа-то у тебя такая. В жизни такой не видел. Все в порядке? Уговаривались на Бледный ты, больше. как смерть. Бери, покуда я не Скользкий перейду. ты какой-то. Уже захватил? Мне нужна работа. Неплохо. А что ты умеешь? Я умею работать мечом. Мог бы наняться в охрану. И кого ты собрался охранять? Толпа может выйти из-под контроля. Должен же кто-то следить за порядком. О, это я. Хм. Да, еще один Опыт-то Игорь. есть у тебя? Я ведьмак. Убиваю чудовищ за деньги. С людьми у меня проблем не будет. Охраннику иногда приходится драться. Но это не самое главное. Важнее, сможешь ли ты контролировать себя и толпу. Меня учили, как ускорять и замедлять работу сердца. Как сужать зрачки и менять скорость обмена веществ. Мой медальон дрожит, когда мне грозит опасность. Кроме того, я знаю простейшие чары. Ха. Я должен тебя испытать. Хочу посмотреть, как ты держишься в бою и вообще. Умеешь ты мечом махать или нет? Будешь драться на арене. Если продержишься 3 боя, возьму тебя на работу. Там оставалось только микрогосударство, которое душно было захватывать. Какая-нибудь Либерия? Угадал? Выгляжу тут неважно, но на самом деле это другая вселенная. Интересно, каких мы еще Игорей тут встретим. Подбери мне противников. Уже все готово. Сразу начнешь? Или тебе нужно время? Мне не нужно готовиться. Тем лучше. Сейчас посмотрим, на что ты способен. И помни, дерись не на жизнь, а на смерть. Толпа не любит, когда щадят противников. Начнем. Готовьте кошельки! Что-то Игорь лысый. Начинаем принимать ставки! Из далеких восточных земель, где жизнь человечья дешевле стакана воды, прибыл на бой ведьмак, мутант, убийца, густо вареное, человек, который ножом проложил себе путь из чрева матери. Всегда бой будет не на жизнь, а на смерть. Я не стану его убивать. Собак! Пускай потекает! Пустить собак! Ну, собак так собак. Мамочки! Победил! Ведьмак! Следующий бой! Друг против друга выйдут Ведьмак и... волосатые братья прямо с диких островов Келлига. Их отцом был горный медведь. Они рождены, чтобы Оставайся, а убивать. то кончишь, как твой брат. Никогда. Ведьмак и Густав Фрёне победили своих противников. Следующий бой. На этот раз Ведьмак займется своим привычным делом. Он сойдется с чудовищами.
У зрителей 50 IQ. Как факт, что мы не убили уже побежденного, делает из нас слабака. А какие-то фанатики просто, которые любят убийство. Борис. Борис. Специально для вас! Впервые после долгого перерыва! Выпускай Бориса! Курочка гриль. Но в этот раз медвежатина гриль. Еще одна победа Ведьмака! Не по уровню, просто они уже мне. Медвежатина гриль. Угу. Бориска. Браво! Красиво ты их уделал. Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой. И что? И были правы. Спасибо. Ублюдок-младший всегда ценит доброе ремесло. Ну хватит уже этой возни. Сейчас... Краснолюды Тесака забрались в каналы. Они режут посты. Так что ты стоишь, как член на свадьбе? Собирайте людей и принимайтесь за карликов. Убейте уже этого ведьмака! Только что меня хвалил. Слыхали? И убейте меня. Убейте его! Эх, Игорь, Игорь. О, как вас много. Как красиво все горят. Ну что, паскуда? Остался один Игорь и его собачка. И нет Игоря. Был Игорь и нет Игоря. Найти укрытие, смотреть арену. Человечина гриль. Ну, это уже на любителя. И до этого все было на любителя. Неплохо. Бей, убивай! Да? Бледноватый, брат. Сообщение от Игоря. И все зрители разбежались.
плохой день. Ой, у меня хилки закончились. Надо помедитировать, значит. Слуга покорный твой и твоей семьи. Так, с арены, я так понял, тоже все уже. Хотя мне казалось, что я где-то там еще видел какой-то проходец. Думал, мне туда по сюжету как раз надо будет, но что-то нет, походу. Ну-ка проверим сейчас сами. Раз тут везде уже двери открыты. А, мне сюда и надо. Тогда что меня эти точки вилы, блин? Вели наверх. Долбаные точки. Должна что-то быть. Вуаля. Все, тут тупик. Там тупик. Тут тупик, да, все, идем на выход. А можно прямо отсюда телепортироваться. Только помедитируем. Ой, как раз игра сохранилась. Тогда я хочу еще перезайти. То что-то прям я смотрю. При загрузке подлагивает. В игре у меня еще что-то подлагивает. Смотрю, лучше перезайти, и вроде должно починиться. По идее, как всегда. И заодно еще окно закрою. Все вместе. Ой, как хорошо все вышло. Так, я уже тут. Загружаемся. Да, как раз отсюда. Так, переключить-то надо вам. Так, все нормально. Проверяю просто.
Дальше. Сюда. Я тебя предупреждаю. Еще день просрали. О! Славные бритвы! Так, тут уже гости. Ливийский! Все дороги ведут в Махакам. Проще в жопе зуб найти, чем ублюдка в его доме. Тесак велел искать тщательно. Вот мы и ищем. Потом надо будет падаль сжечь, не то крысы сбегутся. А как бы так... Здорово. А, ты знакомый Ройвена. Я о тебе слышал. Ты здесь командуешь? А ты кто? Я ищу младшего. А, тогда добро пожаловать в клуб искателей ублюдка. Только членских карт мы не выдаем. А еще ублюдка младшего тут нет. Есть мысли, где он может быть? Нет. Ничего себе замес. Как уж вышло. Мы пришли культурно пригласить ублюдка младшего на встречу с друзьями. Ха, с прискорбием сообщаю, что о священных законах гостеприимства тут не слышали. Я тут немного осмотрюсь. Я с тебя глаз не спущу. Ну, конечно, сука. Кто лишил девственности Белоснежку? Краснолюды. Трудно тебе тут Здесь нет ничего интересного. Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Здесь нет ничего интересного. В потемках видишь, силой тоже не обижен. В горняки б сгодился. Разве что башкой за свод цепляться будешь. Угу, то есть тут прям вообще ничего нет. И никого. Даже лута толком не было. Ну ты хорошо. Что мы тут надолго не застряли. Значит, идем смело дальше. Бьюсь об заклад, я тебе уже где-то Тут закрыто. слышал, белоголовый. Хо-хо! Еще я хотел проверить этот мост. Мне кажется, тут, если днем идти, то там что-то должно быть. Приблуда. Только у Не меня надо ли тебе чего, кафтаны по мастер? последней моде. Многое можно Грёбаный узнать, ведьмак, если есть собака рука. сраная. Вечный огонь с тобой. Рыба должна была быть свежей. Что-то нет ничего. Свежая рыба.
Ну, значит, может потом, может другое какое-то время, может вечером туда надо. Ладно, мы идем опять с Дикстрой говорить, а потом к Трис. Получается. Ребятёнок. Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы костер называть избавлением от греха. Выгоню его, клянусь здоровьем. Мутант! У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у О, Оксенфурта. Вернон Роше. Загляни к нему, он хоть порадуется. Привет, Азель. У тебя есть минутка? Да. Так, у него больше ничего нового. Мне пора. И у меня дела найдутся. Значит, идем либо к Роше, либо к Трис. Роше, насколько я помню, за пределами Новиграда, да, это далеко, я там еще и не был даже. Значит, это чуть-чуть на потом. Не, вот сюда сначала. За обещанной наградой вернемся и рядышком там Трис. Как дела, Азель? Как успехи в игре, музыке? Как успехи в модераторстве? Как вообще лето идет? Вчера вентилятор ноутбука чистил. Это правильно, да. Не запускать. Я уже давненько не чистил, если честно. Сам же говорил, главное не запускать. И сам запускаю. Не лезьте ему под дверь! Опять мне эти точки не туда показывают, походу. Как всегда. У тебя мускулистые бедра. Ну вот, пожалуйста. Блин, где там вход был? Вот тут. Еще один Тут страшилка. точки, блин. Проклятие. Хреновая работа. Вот собачья доля. Ну и грация, ну и стиль. У тебя вульгарность написана на лице. Открывай. Ага. Покажи. Ой, я тут хлама насобирал, конечно. О, плюс 25 брони. Это я потом посмотрю. Блин, погоди, я его не прочитал. Пардон.
Раз оно светится. Жесть у меня вот этой фигни. Больше 100 штук. Прощай. А, его нельзя прочитать? Ну, тогда можно было бы смело продавать. Кстати, завтра у меня дедлайн. Буду делать декор и опубликовывать. Что за декор? Кстати, еще одна проверочка. Та самая парочка, вы еще тут? Еще с нами, еще смотрите там? Просто молчите. А то вы прям писали, потом замолчали. На долгое время абсолютно. Только что модерировал в игре. Переделал мины. Они теперь из игрока вылетать будут. А по музыке выпустил вот с гениальным названием. Все-таки в честь Дюны. А вдохновился треком Дюн Eternal. Ясно. Сделал отсылку, в общем. Ну, кто-то заценит, думаю. Славное делать отсылки на столы и картины. Ну, кому что. А это, надеюсь, Азель в игре своей сделает, как мы вот обсуждали с Лехой. Или с кем-то мы обсуждали. Как раз столы, картины. Столы есть уже в игре моей. А, ну вот уже. Значит, ждем еще слонов, картин, лесорубов. Всякое такое. Бедно и голодно. Да. Ну, мы с ним еще не говорили. Часто ты работаешь с чародеями? Ты страшно любопытен. Присматриваешь работу для себя? Нет. Просто я представляю, что такое чародей, и знаю, что руки они пачкать не любят. Ты плохо их знаешь. Затравленный и голодный чародей идет на все, как и любой другой человек. Ни от какой работы не отказывается и цену не заламывает. Новиград — город возможностей. У тебя есть все шансы этим воспользоваться. Форм столы, пропагандические плакаты, портреты императора, картины, столы, отсылки. Да, именно все это, да. Столы настолько хорошо, что 2 раза. И именно так. Хорошего должно быть много. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Все, награда получена. Он меч мне даже дал. Нету сил. И кирасу дал. Господин, чё Это щедрость. Воровская честь. Так, ладно, где там Трис? Кстати, что он дал? Что за меч? Меч фигня. Кираса фигня. Вот и поговорили. Вау.
Хотя не такой уж и вау. По урону да больше, но бонусы такое себе. Как и тут. Это я, может, даже поменяю. Кто мне болты поменял? Он у нас на горение будет, я так понимаю. Мощигни горение. Алхимия, ничего нового. Как он выглядит? Прячьтесь, люди! Псих какой-то! Ну так. Дегенерация. Упадок традиций. Разложение... Очередной прибыльный истории. Капсам только большая бутылка. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Сделай для меня кое-что. Это продать. Это продать. Это продать. Продать. Это я пока не знаю. Продать. И теперь продать. Эти два пока пусть будут. Так, насчет купить. Купить вроде ничего не надо. Вареники у него, кстати, продаются до сих пор. Будь здоров. Сделаю отсылочки в игре, но вряд ли они прям навязчивые будут, а может и идеально интегрирую их. Ну даже если не навязчиво, то все равно думаю, знающие поймут, знающие найдут. Встретиться около полуночи. Идеальная интеграция: Тильда, лесоруб и слон. Пьют из большой бутылки, смотря на картины, и сидят за столом, Хорошо, да, и очень долго разговаривают. Послушай, Полный комплект. присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Рис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва? И к тому же скованный. Да, Я не могу тебе этого позволить. приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше?
Мы заходим, я представляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менги гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы... Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо, а если нет... Я думал, тебе нужны деньги Дикстры, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Мне все это по-прежнему не нравится, но что ж поделаешь. Пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да? Хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. От раз. Трис Меригольд. Ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самое большее, а рыбака за ляжки покусает. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал ее. Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхарт. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха. Говори, где она? Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро. Бери ее и иди за мной. Да никуда не отходи. Как это было просто. В вечном огне сгорят наши грехи. Погоди, вот управимся с колдуньями. Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Меригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк,
Ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну погоди. Вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Как хотите. Пойдем, ведьма. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Я сказал никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйльхард. А ведьмак говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнем с указательного. Лучше с безымянного. Сорока ворона кашку варила. Но не каждый приводит нам Трис Меригольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговорим. Садись. Выпей, ведьма. За что? Трис Меригольд схвачена. За это следует поднять тост. Ты не находишь? Цидарийская. Урожай 1261 года. Год резни в Цинтре. Не вырывайся. Сорока ворона деток кормила. Пусти! Курт, посмотри, почему госпожа Меригольд так кричит. Может, ей чего-то не хватает? Горячего железа, например. Раз уж мы заговорили о металлах, кубок из серебра. Я так понимаю, ты хотел проверить, не доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом. Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Я ношу на спине серебряный меч. Это ничего не доказывает. Доплеры могут превращать свое тело в материал, который напоминает серебро на вид и на ощупь. Но это не серебро. Вижу, в вопросе доплеров ты эксперт. Уж кто-кто, а ведьмак должен понимать, что надо знать своего врага. Этому дала. Сорока ворона кашку варила. Этому дала. Ну, перейдем к делу. За Меригольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Но ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Не передумал выпустить Трис. Да-да-да. Геральт такой встает. Все, я передумал. Мы уходим. Я вижу, ты хорошо информирован. Тогда ты должен знать, что Трис предала меня первой. Она играла мной по поручению ложи. И теперь получила по заслугам. Хватит! Я не могу! Крепись, девочка моя!
Это последний палец, и мы возьмемся за вторую руку. Эта мудала укусила меня, сука. Тогда мы наденем на суку обруч из двемерита. Это ее успокоит. Ты удивил меня, Геральт. Быть может, мы еще договоримся? Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе. Но догадываюсь, что не поделишься этим за даром. Чего ты хочешь взамен? Пойду бабочку пройду. Удачи. Как же Геральт не может усидеть на месте, прям. Его дергает. Это просто. Выпусти Лютика. Барт дегенерат за сведения о Филиппе. Заманчивое предложение, нечего сказать. Но я должен его отвергнуть. Видишь ли, я уже запланировал для Лютика показательную казнь в Оксенфурте. Колесовать, содрать кожу и так далее. Это должно несколько успокоить университетскую молодежь. И когда будет иметь место это успокоительное зрелище? Когда я лично отдам такой приказ. До тех пор Лютик останется в каземате под храмом Вечного Огня. Так что, боюсь, ничем не могу помочь. Но, может, мы сумеем договориться? Только сначала заглянем к Меригольд. А то там стало как-то подозрительно тихо. Пойдем. Пойдем. Он сказал тебе, где Лютик? Да, но... Я должен заняться тобой. Нет нужды. Жесть. Я в порядке. По крайней мере, ничего серьезного. До свадьбы заживет. Прости, что не вытащил тебя раньше. Не извиняйся. Я знала, на что подписываюсь. Ну, это хотя бы ни язык не вырвали, глаза не выкололи. Ногти это еще по-божески. Могло быть намного хуже. Ты немного поспешила. В чем дело? Менге сказал, что держит Лютика на Храмовом острове, в казематах под самым святилищем. Он собирался его казнить в Оксенфурте, и что его выпустят из-за решетки только по приказу Менге, отданному лично. Холера. Прости, Геральт. Холера. Я должна была подумать, но как его увидела, то... Я должен заняться тобой. Это потом. Это потом. Надеюсь, сегодня это еще мы успеем, а то смотрю, стоим уже 3,5 часа. Что-то сюжетка много времени занимает, чем я думал. Но, по идее, сегодня оно должно быть. Планы, по крайней мере, такие были. Что случилось, того не изменить. Он бы все равно не стал нам помогать. Даже Знаю. если... И хватит об этом. Надо решить, что делать дальше. Лютик пока что в безопасности. И вне досягаемости. С Храмового острова его не вытащишь. Это невозможно. А Менге, надо полагать, больше не отдаст приказа, чтобы его оттуда перевели. Обыщем его. Верно. Может, у него при себе что-то полезное. В кармане у него ключ от двери. Там вот это капание на Да, фоне. возьми. Кому-то, может, уже За на нервы пазухой. будет действовать. Ничего. Но... Погоди. Вот это кап. Что-то в подкладке. Кап. Ну? Кап. Ключик от сейфа.
Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. А ты могла бы его оживить? Может быть, если бы занималась черной магией. Но так низко я еще не пала. Менге сжег какую-то бумагу перед тем, как мы вошли. Может, там было что-то полезное? Впрочем, мы этого не узнаем. Ты не можешь восстановить это письмо? К сожалению. Я чародейка, а не чудотворец. Сплошные тупики. Но ничего. Надо как-то обходиться тем, что есть. Капхэт. Вид пытки. Да. Что-то из разряда говорить в одно ухо, мелом по стеклу, мелом по доске, то есть, или по стеклу, когда тоже. Все вот эти вот божественные звуки. Может, все-таки попробуем отбить Лютика силой? Вот теперь я обращаю внимание. Ты меня знаешь. Блин, надо было не говорить. Я всегда стараюсь найти решение. Я так просто не сдаюсь. Но здесь я не сомневаюсь. Это невозможно. Никто не бежал из тюрьмы под храмом. И никого оттуда не вытащили. А кто-нибудь пробовал? Пробовали, Геральт. Точнее говоря, я сама пробовала. Незадолго до того, как ты сюда приехал. И чуть не поплатилась за это жизнью. Лютика мог бы вытащить из тюрьмы только Менге. Да. Или кто-то, кто выглядит, как он. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы 1000 крон, не моргнув и глазом. Только он скрывается. Может, Присцилла что-то знает? Надеюсь. Послушай, я хотела еще кое о чем с тобой поговорить. Только не здесь и точно не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь, прошу тебя, уйдем отсюда. Ну ладно, звук хоть приятный. Ну да, чуть-чуть похож на звук дождя. Чуть-чуть. Самую капельку от дождя. Во всех смыслах. Так, мы наконец-то отсюда валим. Эта парочка, походу, нас уже покинула. Надо уходить другим путем. Или придется драться? Нет, извините. Вернись. Извините, я случайно. Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Давай, подруга. Жги. Пожар! Хватайте ведра! Пожар! Это она! И ретируемся. Выпустите меня. Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов. Вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего, я скоро буду.
Вот было бы 2 капли на 2 уха. Заговорил на языке программиста. Кого я вижу? Я такой не понимаю. Геральт из Ривии. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками? Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками? Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Менги. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты и так неплохо поработал. Это все, что ты можешь сказать? Никакой сочной морали, искрометной шуточки? Хочешь шуточку? Ну, сейчас расскажу. Хочу, давай Готов? шуточку. Давай. Ты меня обманул. Не смешно. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну. Не смешная шутка. Но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе с казной, так что не надо истерик. Я не шучу, Геральт. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь Кто бы говорил. В этот Используют раз, тут да. друг друга. Ну хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив, ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Не трать время. Я уже знаю, что с Лютиком. Тогда возьми деньги. Свои долги я всегда отдаю. Даже лжецам. Используют друг друга. А под конец подкалывают друг друга, троллят друг друга. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Никогда. У тебя есть? Да. Не-не-не. Мне по... И у меня... 90 крон он мне дал. Да ты смешной. Да ты очень смешной. Вот это да, вот это уже шутка. Вот тут уже можно посмеяться. Вот до этого была не смешная шутка, а вот сейчас смешная шутка, 90 крон. Ахаха, ахахахаха. Ахахахахахаха. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот это другое дело. Вот это я называю шутка. Поговорите с Присциллой, поговорите с Верноном Роше. Давайте с Присциллой. Она ближе. Вот вроде дождь, но выглядит как старая пленка. Да не знаю. Привет, Леха. Леха-ха. Ты как раз зашел, когда мы тут хихикаем, хахакаем. Леха-ха зашел, когда мы в чате все хахахакаем. Совпадение? Нет, сука, справедливости на этом свете. Снова ты здесь крутишься, ревийский бродяга. Геральт, Ну, я имею в виду сами капельки пролетающие. Ну, на капельки уж я внимания не обращал. Извините. Я знаю, где Лютик. где? В подземелье Где? Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Дрис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Да, Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. я сам в Желаю курсе. удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком-младшим. Великолепные Но кто, что его поиски. знает. Всех и сразу. До свидания. Все, это все задание. То есть нам в любом случае надо идти к Вернону Роше. Хотя нет, идем к Трис. А то, блин, стрим посвящен ей.
А мы все никак не пойдем на эти штучки. Штучки-дрючки. Кто-то, может, вообще ждал весь стрим ради этого. А мы тут 3,5 часа сюжетку проходим. А про Трис забыли вообще. Спасите. Что случилось? 2 Лёхи. Они... Да? Они... Артемы были, Игори были, Димы были. Теперь Лёхи. Эй, подожди! Вроде ничего не предвещало. Вон! Седой! Взять его! Прыгаю, как собака! Не лезьте его! Я ждал этот стрим чисто, чтобы поговорить с тобой. А вот это ты молодец. Вот таких зрителей я уважаю. Которые ждут только, чтобы поговорить со мной. Чтобы пообщаться. Не ради какой-то там игры. Не ради каких-то там прикольчиков подобных. А чисто пообщаться. Вот это другое дело. Нашел бы нормальную работу. И где тут вход? Везде двойники. Двойники, тройники. Трис, Я ей сразу говорила, никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. успокойтесь, я ненадолго. Я ненадолго, только я у вас тут чуть-чуть украду. Вы же, конечно, не против. Так, что ж ты все бьешь? Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Да-да. Вот это я вовремя. Да, Геральт? Ух, сколько вопросов. Один из нас мой напарник, другой лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Опять раздвоение личности пошло. Без шорта сегодня? Да, я в самом начале стрима там рассказывал эту небольшую ситуацию, связанную с шорт-стримом и с тем, что стрим на час был перенесен, чем должен был быть. К сожалению, да, сегодня без шорт-стрима. Ты давно в Новиграде? Достаточно давно, чтобы научиться. Ну, лучше как так, здесь чем выжить и вообще безопасно. без стрима. А до этого где ты была? Любого. До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Я видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во Флотзаме. Кажется, это было так давно. Наверное, потому что многое изменилось. Ты сохранила ее на память? Отчасти, но прежде всего как предупреждение. Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? Я хотел узнать, как твоя рука. Все заживет. Слушай, это была моя идея. Я знала, на что иду. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Когда ты перерезала горло Менги и потом... Ты была такая ожесточенная. Я никогда не видел тебя такой. А что я должна, по-твоему, была сделать? Наколдовать тучу бабочек? Ты же знаешь, что дело не в этом. Я беспокоюсь, как это на тебе отразится.
Ну да, это наверняка снилось бы мне по ночам. Только вот пока что у меня кошмары про чародеев, горящих на костре. Может, сменим тему? С удовольствием. Я сама хотела это предложить. Да, пожалуй, да. Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка, заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Угрюмое место. Это правда. Выглядит так, как будто здесь обитает вампир. Поэтому я так уверена, что нас никто не потревожит. Дай мне фигурку и отойди. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Инналанда онна арайс. Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не Коралл. Суккуб. Морок. Где я? Я помню видео с Геральтом, где он про универсалии спрашивает. Существо какое-то. Что-то даже не знаю, о чем ты. Не припоминаю такого. Значит, его заколдовала Коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что... А Коралл здесь нет? Тогда... иди же ко мне, Суккуб. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде. В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурт и Коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает как... ну, как... Как деревенский мул. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с Коралл, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится. Так, с этим разобрались. Но мы к ней пошли не ради этого. Это было как дополнение. А вы меч покажете? Ну ты меня и напугал. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? А ты уже говорила. Да, Геральт? Задал вопрос, как думаешь, универсалии могут существовать как сущность конкретных вещей, или он является лишь порождением разума? Что-то я помню, что в игре был какой-то такой
типа умный разговор, типа умный вопрос. И собеседник, по-моему, как раз так же отреагировал, как я сейчас. Чё? Чё ты вообще несешь? Чё? О чем ты говоришь? Какие студии? Какие универсалии? Чё? Кажется, что-то такое было. Но с кем он это обсуждал, я не помню. Ума. Умой. Я думал, ты, может, ошибся просто. Ты о Уме. О том самом Уме. Все, тогда да. Теперь точно вспомнил. Да, было такое. Ума еще ему там промычал что-то, и Геральт такой: я тоже так думаю. Да, согласен. Полная фигня какая-то. Все, теперь точно вспомнил. Не знаю, кто такой Ума, зато я знаю. Теперь я точно понял. Было такое точно, да. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда. И готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке. И обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я не знала, как это — оказаться в лапах охотников. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит? Ты же не всегда будешь рядом. Кто такая Ингрид Вигельбут? Вигельбуды — один из самых влиятельных родов в городе. Довольно необычный. Звучит как порода В нем собак. уже многие поколения правят женщины. Мне так Сейчас глава показалось. рода Патриция Вигельбут. Вигельбуды вот эти её какие-то, дочь. как будто Ты хорошо собаки, её как знаешь? пудели какие-то. Нет, только в лицо и по слухам. Но в Новиграде ее любят, потому что у нее талант к торговому делу. Кроме того, она часто устраивает пышные приемы в имении за городом. Надо полагать, такие приемы тоже помогают вести дела. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. Если бы это были охотники, они бы прям работали как-нибудь более грубо, мне кажется, чем вот такими вот тонкими методами. Письмецами. Детективными штучками. Бани находятся в Серебряном городе. Советую посетить. Рыцарский тис — чистая выгода. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Ведьмак? Привет. Слушай. Это точно не он. Мне было просто забавно с ним поговорить. Я слышал, где-то здесь можно купить свежие форели. Что? Форели? Не трогай форели, пока не отымели. Отымейте форели. Фрелли. Если бы зимой эти костры можно было бы... Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю.
Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Должно быть не одной голову. Сюда. Красавчик. Здесь недалеко. Ты в таком-то доспехе потеешь, небось? А тебе что? Может, лучше бы на них Пожалуйста, еще один страшила. Фу. Фу. Вообще, фу-фу-фу. Ну, началось. Спасибо. Пойдем. Весь день. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут... Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Соблюли. Я лакей госпожи Вигельбут. Есть такое слово. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Бегельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Так, я тоже вернулся. Загуглил, есть. Звучало забавно. Никогда его не слышал, чтобы использовали. Соблюли. Я даже нашел, что имел в виду Геральт. Ого, ты прям заморочился. Боюсь даже спрашивать, что он там имел в виду. Это, наверное, очень сложно, очень много текста, и я все равно не пойму, скорее всего. Выкладывай уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Хотя вроде и так слышал часто соблюсти. Ну, соблюсти-то я тоже часто слышал. Вот именно соблюли. Соблюли я никогда не слышал нигде. Именно такого выражения. Откуда Ингрид Вигельбут знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Меригольд помогла исчезнуть Мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее хворе. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть, и как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать?
Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Это хорошая мысль. Это плохая мысль. Ну, Геральт, что сразу в крайности? Плохо или хорошо? А где третий вариант? Если охотники уже взялись за Альберта, вряд ли их обманет какой-то бал. Геральт, бал у Вигельбудов — это не совсем обычный прием. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз. Вот не надо сейчас рассказывать еще все эти десерты. Как бы я хотела все это увидеть. Ни на что не намекает, да? Ах, так бы все хотела это увидеть. Ни на что не намекаю. Нет. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. Как это? Госпожа Патриция Вигельбут ревностная почитательница Вечного Огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбут редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Не мне об этом судить, господин. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Ой, да, там много. Ну вот я так и думал. Это вроде что-то про философию греков. А есть еще Саблю. Такого тоже не слышал. Максимум это соблюсти, наверное, и все. Соблюли это они. Соблюл это, допустим, я. Я что-то соблюл. Блин, как же это непривычно звучит и странно. Может, идем сразу туда? Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное — купить маски. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Дублет, Когда всё устроишь, Геральт. зайди ко мне. Тот самый, который мы одевали на прием к императору. Вы помните то самое платьице? Забавное? Или в этот раз что-то посолиднее? Дювельшайс. А что Дювельшайс. Не пугай! Кстати, нам еще про Гвинт говорили, что где-то с каким-то гномом можно сыграть. Да, вот это где? Это кто? А, это за пределами Новиграда, ну тогда потом. Это звучит неправильно как-то. Да вообще. Вообще фу. Вполне нормальный костюмчик. Глаза Ну, как гадские, скажете. вещь серебряная. Вот это платье. В Всё, нем вы мне почувствуете сегодня себя язык настоящей валится. женщиной. При всем уважении. Приветствую. Я бы взглянул на твой товар. Разумеется. Так, маски вообще-то я уже покупал.
Они у него заново появились. Я все 4 покупал или 3? У меня только 3, по-моему. Птицы, Орликина и Волка. Ну еще вот для Трис лиса. И костюмчики. Костюмчики. Во-первых, туфли. Штаны. Бриджи. Нильфгардские штаны. Туфли. А, тут, к сожалению, или к счастью, нет того самого костюмчика. Тут есть вот эти 3 костюмчика. Вот этот был, кстати, один из 3 на выбор там в Нильфгарде, но мы его не выбирали. И вот эти вот 2 есть. 355 стоит, с ума сойти. 145. Давайте вот этот. И штани. И все. Прощай. Надеть новые дублет, штаны и вот это вот все. Бэмс. Перчатки снять. Мечи снять, арбалет снять. Все снять. Все. Вы почувствуете себя Я готов. женщиной. Геральт прям с иголочки. Я загуглил это не только про греческую, но и про... Милый, а что у тебя такие седые волосы? И про нее тоже? Не то я охотникам донесу, что ты нелюдь. Не только про греческую, но и про нее тоже. В смысле? Я просто только в контексте Греции слышал. А, все. Все. Я только из Ведьмака узнал про это. Про универсалий. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковырял по своим делам, и тут... Спасибо мамам Ведьмака. Мемам. Мама Ведьмака, да, мамам. Спасибо мамам Ведьмака. Мемам. Мы там философию обсуждаем. Как к себе домой приходит. Грязи-то сколько нанесли. Ой, началось. Куда по помытому? Еще бы так сказал. Мама. Мама Ведьмаков, да. Так, Трис уже при параде, как и мы. Ну и ну. Я вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, Ну вот, всё не я было один не так всерьез? прочитал сначала. Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? А мне еще на прошлом стриме там возмущались, что я что-то где-то там случайно не так прочитал. Вот видите, не только у меня так бывает. У людей так бывает. Все. Ничего не знаю. Никаких больше душнений, чтобы я не видел. Никогда не играл. Дотер прорывается? А, я тоже. Не играл, не планирую, только если на заказ. Иначе никогда не хотел, не собирался и не буду. Нет. К счастью. Вот и я так думаю. К счастью. Все-таки знаком с теми, кто играл, и они мне прям тоже так и говорили. Это хорошо, что ты не играл. Вот и не играй, вот и не надо. Оно тебе не надо. Вот так я слышал. Не раз. Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди чародеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда почему стражи и охотники им так интересуются? Потому что он легкая добыча, разумеется. И именно поэтому мы должны ему помочь. А ты как к пиксельным играм относишься? Точно не негативно, но... Я бы не сказал, что я прям в них играл. Ну уж тем более не назвал бы себя любителем. Потому что... Ну не прям я любитель пикселей, не прям я что-то такое играл. Можно даже сказать, что почти ни во что и не играл. Или вообще ни во что. Да не, во что-то по идее должен был, просто... Это было уже капец давно.
В ближайшее время вот точно ничего такого не играл. Прям пиксельного. Так что не любитель. Но ничего против не имею, это точно. Знаю, что многим это нравится. В том числе тебе вот. Там свой вайб, свои фанаты, свой интерес. Можно мы посмотрим твой стрим? Мой? А ты сейчас что делаешь? Разве не стрим смотришь? Вот насчет Dead Cells я слышал. Мне даже кто-то когда-то предлагал ее заказать, если это можно так назвать. Но по итогу этот товарищ просто испарился. Даже какие-то там испытания мне предлагали за деньги, чтобы я мучился. Но до дела не дошло. К счастью или к сожалению, не знаю. Бывали такие товарищи, придут, словами наговорят, а потом пропадают. Хорошо, что я наперед все прошу и перепроверяю, а не сразу бегу исполнять то, что меня просят. Все готово, можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может, они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Не Так стрим, а Steam. идём? А, Steam у меня есть ссылка в описании. А если вам надо подробности, то извините, нет, нельзя. Да и нечего там смотреть. Там нет миллионов достижений, миллионов всяких разных игр и миллионов всяких активностей аккаунта. Так что ничего там интересного. Можно просто в друзья добавиться. Если вам прям захочется мне куда-то что-то писать, то... Хотя лучше, наверное, в Discord, чем в Steam. Зачем кому-то добавляться в Steam только ради того, чтобы писать. У меня все равно есть как раз еще и ссылка на Discord. Ну, мало ли кому-то, может, в Steam удобнее. Или еще по каким-то причинам захотят добавиться. В остальном... Вам незачем мой Steam. Вот так вот. Он шифруется. Было бы что шифровать. Да, Dead Cells классная игра и прям большая достаточно. Вот у меня был повод, чтобы с ней познакомиться, но, как я сказал, до дела не дошло. Если бы дошло, то я бы с Dead Cells был бы ох как знаком. И, наверное, я бы прям засиделся в ней надолго, учитывая все эти испытания, которые мне предлагали. За деньги, но не судьба. Поэтому я с этой игрой до сих пор так и не знаком. Так, какую маску мы выберем? Птицы, Арлекина или Волка? Ну, конечно же, Волка. Ну, о чем вообще речь? Мы же Белый Волк. Мне пишут, что профиль скрыт, ну ладно. Так и задумано. Ты же слышал, что я только что говорил насчет Стима? Или ты как только услышал, что я сказал, есть ссылка в описании, ты сразу ушел и все остальное прослушал? Приветствую уважаемых господ. Мы гости госпожи Вигельбут. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбут во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Ладно, отправил, будешь ее знать, когда я в ультракилл играю. А, все хорошо. Теперь не только Игорь будет за тобой шпионить. Хи-хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха-ха-ха. Он просто играл, данные удалены. Кто? Что?
Главное, что данные удалены. Что-то мне подсказывает. Что бы там ни было. Я слышал, но мне просто интересно было, какие у тебя игры куплены, чтобы понимать, какие игры можно просить поиграть потом. Спойлер. Проси, не проси, но я все равно ничего проходить по просьбам не буду, только если это не заказы, потому что у меня и своих желаемых игр полным-полно. Я уже это миллиард раз говорил на всех стримах, и тебе в том числе, наверное, тоже. Хотя, если они у меня есть, то я так и так их бы проходил. Все, чего у меня там... Все, что у меня там есть, но я бы не хотел проходить, то его бы у меня и не было, что логично. Так что, неважно. Да, это главное, пусть и сами думают. Вот-вот. Мечи прошу оставить. Да, пожалуйста. Ну хорошо. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. О, Я ужасно давно не была за городом. да, согласен, красиво. Все эти огни, деревья, ночь. Как он мог? Как он мог? Ты тощей вертихвосткой. Не ной, это не единственный мужчина на свете. Но он же баронет. Где я такого еще найду? Но баронет он тоже не единственный на свете. Вивианна, не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Что? Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивианна. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя, как там его, из канавы не выловил, ты была обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй, Вивианна! Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у пассифлоры. Неадекват. Отвратительный тип. Согласен. Пошел он в баню. Извиняюсь. А у нас тут, между прочим, бал-маскарад, так что гуляем, наслаждаемся, развлекаемся. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Меригольд, ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась, но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Меригольд, это все равно, что дать себя вести храмовому утенку. За сим прощаюсь. Кто это был? Это мой старый знакомый, Морец Диффентель. Я потом тебе расскажу. Давай посмотрим, что здесь. Фонтаны. Огненные шоу. И Гвинт. Ну, конечно. Пойдем с кем-нибудь поговорим. Родовик ничем не иди. Мне одной? А по ту сторону Скучно. Ну, оставайся. Знаешь, тут трудно с тобой. Кто желает быть следующим? Прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем?
Первым вашим соперником будет граф Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Поехали. Играем. Пятерки взять или нет? Ненормальный так. Ну офигеть, для этого нужно аж профиль открыть. Ну ладно, открою. Так. Надо будет в порядок Steam навести. Ладно, раз зашел, уровень пройду. Чё, зря зашел? Ну, так. Шла жара. О. Опять шпионы против шпионов. Это сразу, чтобы мне этот мусор не пришел в руку со шпионов сейчас. Ну догоняй. За один ход сможешь. Собака смог. Оу. Вот это лишнее было. Да, он 2-0. Да, он смелый. А я не знал, что есть шпионы, которые очки в минус уносят. В оригинале таких нет. В оригинале они плюс очки врагу давали. У меня мод на Гвинт просто стоит, который этих шпионов делает еще имбовее. Они и в оригинале имбовые, эти шпионы, а тут они еще имбовее. Переделанные. Я бы в этом моде лучше оставил их прежними. А то они прям... Или вообще понерфил бы. А то шпионы тут самые имбовые во всем Гвинте. В этой игре. Они их наоборот еще бафнули. Такие вот дела. И еще шпион. Шпион принес шпиона. Замечательно. А этот принес фигню. Стоп, у меня лидер тоже дальний бой. Угу. Да, вот так сначала.
Что не так? Ну ладно. Победа. Знаешь, так что же, еще партию? Мария Карта идет, Баринг. нужно этим пользоваться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Это Скоэтели, Его походу, отец насколько в я успел рассвете лет заметить. проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. Попытался в Кибер Гринде поиграть. Там волны врагов постоянно. Что-то сегодня не в форме. Играем. Ничего, ничего. Сейчас их размотаешь. Так, может за север уже поиграть, а то мы... Там в тех боях Гвинт с высокими ставками за нильфов постоянно играли. Тут тоже давайте чуть-чуть отвлечемся и опять на севере чуть-чуть поиграем. Тут шпион. Так, тут погоду, кстати, надо будет потом выкинуть нафиг. И чучело. О, а вот и чучело. Пригодится. Вау. О. Очень жду обновления. Оно закончит основную игру. Да когда с нам финальный слой? Слой? Там слои какие-то. Я просто не знаю. Слой ада. А. Мороз. Смешно. Так что же, еще партию? Брукса. Если карта идет, нужно этим пользоваться. Давай, давай, давай. Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. Разумеется, у меня есть иное мнение на этот счет. Играем. Интересно, сколько их тут противников вообще будет. Блин, погоду забыл выкинуть. Да, игра про то, как ты за робота, который работает на крови, спускаешься по аду. Уже звучит очень оригинально. По аду версии Данте. Лимбо. Похоть, чревоугодие, жадность, гнев, насилие, обман, предательство. Ого-го-го. На всякий случай это все мы осуждаем. Все круги ада, действительно.
О, какой классный шпион. Шпион у чудовищ. Вот это поворот. Слой обман вышел совсем недавно. И так просто жесть. Что разработчик натворил с пространством? В хорошем смысле или плохом? И как мне его догнать? Только если вот это. Ладно, пожертвуем. Что-то карты не очень. Надеюсь, у него тоже, иначе... Может быть, первое поражение за сегодня. У нас сегодня поражений не было, кстати. Ни там, ни тут. Зачем осуждать Лимбо? На всякий случай. Ох, ё-моё. Ход на 30, вот это было жестко. Еще на 10. Походу это может быть поражение действительно. У меня лидер на что? На осадные. Господи, бесполезная фигня. И дождь бесполезный. Нет, это поражение. Блин. Обидность. Первое поражение за сегодня. Так что же, еще партия? Конечно. Сударь, говорят, Конечно, конечно. Играем. Вот если бы не эта погода бесполезная. Выкинуть все это нафиг. А лучше проверенным Нильфгардом пройти. Это опять куча шпионов. Очень-очень хорошим. Буквально можешь внезапно по стене ходить. Ходить в бесконечном коридоре, все такое. Звучит неплохо, да. Лимбо это где не крещенные, то есть там все до Иисуса, а все, кто не последователи христианства, при том, что они ничего плохого не делали. Ого, как все продумано. Неожиданно. Не ожидал я, что там прям все настолько круто. Теперь понятно, почему так вам интересно оно. Опять шпионы пошли шпионить. Опять этот мегаход. Ничего, ничего. У меня тоже есть имба-ходы. Автор игры не читал Данте, насколько я знаю. Так как нет перевода нормального на финский. Он многое интерпретировал. Да, я просто знаю, я в игру не играл. Ну вот Азель зато обожает ее, как я понял. Ох, какая классная карта пришла.
Ох, какой классный дождь сейчас пошел для него. Минус кучу очков мне. Ладно, идем в банк. И походу будем его 2-0-ить. Угу. Победа. Девятнадцатый уровень. Это последний бой? Да, это последний бой был. Лютик! Я выиграл Лютика. Деркхефа не видел минуту назад. О, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Генерал Ворхис? Геральт из Ривии. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь прошу простить, мне правда нужно срочно найти Деркхефа. Приятного вечера. Ну и чудище. Геральт? Геральт? Душно. Душно. Мой муж Душно. руководитель. Моя слава летит впереди тебя. Как я тебя понимаю, со словом душно. Сегодня у нас целый Я вас день оставлю на минуту. душность на дворе. Госпожа? Прям Да, жесткая. это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Форели. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? У меня целый месяц душно. У меня вот буквально на днях Благодарю, что вы согласились жесткая мне помочь. душнина началась. До этого было еще Предупредил, что вы придете так-сяк. с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта Даже без знало вентиляторов. как можно меньше людей. Но если вы Более-менее обходились, но Как никому сейчас другому. прям жесть началась. Вентиляторы обязательные уже стали. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет. Все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал головоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал? Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. В игре Limbo место с экранами, на которых природа, колонки с пением птиц, голограмма листвы, воды. Что-то такое было у нас в Horizon. Извините, конечно, за такое сравнение ужасное, но факт, там было похожее место, где мы с Гей разговаривали, с этой нашей ИИ. Там тоже, если помните, был такой здоровенный экран, на котором можно было возводить проекции всяких пейзажей природных, пустыни там, океана, джунглей, гор, на любой вкус, любой регион. Настоящий рай, в общем. Понимаю. У меня друг душный. И это тоже я очень сильно понимаю. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти?
Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Сравнение непонятно чего и самые невероятные игры. А я так и знал, что вы так и скажете. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Быстро, быстро. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но... Прошу вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Там еще рядом стол был огромный. Ну, через несколько комнат, да. Было такое. Там еще рядом Тильда стояла, та самая легендарная. И мы возле этого стола тоже долго разговаривали. Было такое, было. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. И картины, да, Относительно картины этого тоже там можете были не рядом. беспокоиться. В компании некоторых чародеев Полный он комплект, придется все как очень мы любим. кстати. Геральт. Геральт. Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Тильда, столы. Надеюсь, это не то, о чем я Пойдем думаю. искать Это в Альберта. прямом смысле то, о чем ты думаешь, потому что это оригинал, откуда, собственно, это все и пошло. Если ты вдруг не видел Horizon. Это то самое, но оттуда это все и началось, собственно. Без этого не было бы этих мемов. Снова он на обед опоздал. Удивительно. Вы меня искали? Аж скулы сводят. До самых даток его пробрало! А что? Так Баня находится надо. в Серебряном. Да, золотце. Альберт Вегельбут? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Следующий. Так надо. Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он не придет. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. Альберт Вигельбут? Я похож на жалкого фанфарона и маменькиного сынка? О боги! Хм. В этих масках вы все друг на друга похожи. Душно. И тут как грохнет. Да. Красивая маска. Вау. Альберт Вигельбут? Нет. Хи-хи-хи-хи-хи. Я черная пантера. О, милый граф. Ахахахаха. Хи-хи-хи-хи-хи. Нам надо обсудить экскурсию в Новиград. О, то есть вы... Да. Когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки, это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Непременно. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. С удовольствием. Там это где? Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Может, сядем здесь? Ну и набрался же он. Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет.
Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить Да? про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи... Сейчас друг с Геральт другом будете знакомы. ревновать. Некоторым уже больше 100 лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно. На одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. А ты ему отказала? Хм, ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. Те самые 40 минут, только картины и стол. Огромный, бесконечно долгий стол, возле которого мы 40 минут говорили о картине и столах. Пили чай, помню, как сейчас. И яблоки кушали, да, яблоки еще мы кушали там. Ведь уж 5 месяцев прошло. Да. Как мы встали со стола, чуть-чуть походили и обратно сели. Потом опять встали, ножки разомняли, походили и опять сели. Опять дальше говорить, продолжать. Столы и картины же первый мем. Да. Именно так. С этого все началось. Ну, я имею в виду, которые я застал. Может, раньше были. Раньше просто никто так сильно на них внимания не обращал и не делал прям из них мемов. Это же мем у нас произошел именно потому, что мы много раз его вспоминаем там. Много раз на него как-то перекидываем какие-то сравнения, вот, например, как сейчас было, и прочие моменты такие. Вот из этого у нас и мемы рождаются. Просто некоторые надолго прям засели у нас, как вот как раз с Horizon, а некоторые не сильно. Но потенциал есть. А до этого там, может, что-то и было, просто я, может, уже не помню, как раз из-за того, что никто толком на них внимания не обращал. Но я прям уверен, там было бы тоже куча потенциально всяких офигенных моментов. Раньше такого контента и не было, полагаю, на этом канале. Настолько ужасного ты имеешь в виду? Или про мемы? Если про мемы, то там в любом моменте любой игры можно что-то вырвать из контекста и из этого мем сделать забавный, как про картины. Вот кто поймет, вот всегда кто-то заходит и не понимает, какие картины, какая тильда, это вообще кто? Это вы материтесь или это персонаж какой-то? Какая-то тильда, какие-то картины, разговоры, чё? Столы, причем тут стол, чё смешного в столах? Какой мем можно придумать из столов и картин? Чё тут смешного? Вот не раз мне такие вопросы задавали. Но если вырвать из контекста, если там еще посмотреть этот стрим, понять всю суть, то другое дело. Мы там за тот стрим с Игорем, наверное, 50 раз это вспоминали. Эти слова. Картины, столы. Картины, столы. Столы, картины. Столы, картины, картины, столы. Это можно было считать, наверное. Так, что-то я отвлекся от разговора с Трис. Все просто, у тебя есть харизма. Ты правда так думаешь? Ну да. Ты оглянуться не успеешь, как тебя будут называть Железный Меригольд. Ты могла бы даже носить повязку на одном глазу. А я-то решила, что ты серьезно. Конечно, я серьезно. Смотри, я совершенно серьезен.
Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш. Ходит, бродит тут, понимаешь ли. Наверное, ищет подружку. Как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Она что, уже пьяная? Хи-хи-хи-хи. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Ну реально, там Быстрее мы отсюда полбокала уедем, тем где-то лучше. выпила. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Даже надо так быстро опьянеть. Трис, подожди. Прям в такое состояние. Смешное состояние, я бы сказал. Еще одна, блин. А ты посмотри, одна тут хихи-ха-ха, а там еще и другие стоят. Ахахахаха, хихи-хи-хи-хи. Как же всем смешно. Все уже напились. Кроме нас. Что? Что? Ты идешь? Найдите себе другое место. Да, иду. Я просто хотел тут специально кое-кому помешать. И уже иду. А еще я знаю, тут в лабиринте есть сундучки спрятаны. Я вел мемы. Ну, можно сказать и так. Осторожно. В какой-то степени. И салюты как раз вовремя, ну конечно. Госпожа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Может, на Фарлумское чудо тоже взяла? Сразу за нами. Осуждаем. Тут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Только познав истинное безумие, можно осознать всю тщетность бытия и стать адептом столов и картин. Боже, как красиво сказано. Это ты сам придумал или где-то уже взял эту цитату, просто подставил в конце столы и картины? Так, это какой там слой? Второй? Слой чего? А, это вы опять про эти слои. Про эти слои. Почистил Steam немного, хоть не страшно смотреть теперь. А что там прям чистить? Альберт, ты прячешься? В смысле прям чистить? Альберт, вот ты где, любимый. Да-да. Вот ты где. Так Я сейчас вот, придумал буквально. относительно закрытого Неплохо тогда. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения. Я... Это что за чумные доктора? Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. У нас тут Assassin's Creed Братство А вы молодой начинается. парень без фокусов. Кто в курсе? А то еще синяков себе наделаете. Чумных докторов. Это вряд ли. Я тебе почки в кисель отобью. Так, а все трое это
Многовато. В таких я кулачных боях еще не дрался. Чтобы сразу трое. Тебе конец! По одному, пожалуйста. Задавлю, пидор! Слева его! Осуждаю. Ну, иди сюда! Ай. Что, драться расхотелось? Еще не хватило? А ну навали! Вот сука! Ты слишком медленный! А где третий? Он испарился? Решил облегчить мне жизнь? -1. А, он там спрятался. Спасибо, что подождал. С двумя уж полегче, чем с тремя. Все, хватит. Ничего не хватит, Геральт. Ау. Все более-менее нормально. Туда их. Так, а теперь где тут сундучок? Я знаю, что он где-то есть. Или даже не один. Лабиринты, блин. Тут ничего. Этих я уже обломал. Тогда в другую сторону. А, вот. Что-то я не этот помню. Может, где-то еще один должен быть. Ну, что-то, видать, может, это он и был. Потому что везде тупики. А если вот сюда? Не, это то же самое. Ладно, пошли отсюда. И сюда. Так, а тут я был. Тут ничего нет. Ну, мусорные игры, которые лень убирать было. А, в этом смысле. У тебя есть мусорные игры? Это я еще мемами ультракилла не начал кидаться. Хомяк, парирование, монетка. А, ну это, знаете, локальные мемы, о которых только вы знаете. Я уже начала беспокоиться. Второй из-за поцелуя сказал. А. Похоть? Это еще рано.
поцелуй это вряд ли прям похоть. Так что получается, что мы осуждаем это и делаем. Ну, как я сказал, это не прям еще похоть. Или вы о чем? Осуждаем, покупаем, так сказать. А, вы о играх. Мы все вместе. И осуждаем, и покупаем, и все вот это вот. Можно бригаду, мне лень пересматривать, я был занят декором в игре. Что сейчас произошло, ты имеешь в виду? Произошла легкая похоть. И мордобой вот только что в лабиринте. И пьяная Трис была. И разговоры были. И все на этом. Короткая выжимка. Стол, картина, похоть, мемы, безумие, хомяк. Или так. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, там надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Так куда мы едем? Ты? Никуда. То, что случилось у фонтана, мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Меригольд. Нам пора. Берегите себя. Эх, не позволили мне поехать с ними. Жалко. Задание выполнено. Все, закрыто. Бал маскарад закончился. Увы и ах. Поместье Вигельбудов. Так, в первую очередь переодеться. Вроде все. Все правильно одел. Так, раз уж мы тут, то может нам тогда к Роше направиться. Во, да, он прям тут недалеко. Там еще и Гвинт. Так-то я бы уже, наверное, оставил его на следующий раз, но раз уж мы тут рядом с ним, то оставим это на этот раз, не на следующий. Заканчивать я пока еще не хочу. Хоть стрим уже 5 часов ровно идет. Так что поехали к Роше. Старому знакомому. Но с Трис у нас еще не все закончилось. С Трис там еще кое-что планируется. Не знаю, сегодня мы до этого досидим или это будет уже на стриме, когда мы на Скеллиге будем отправляться. То бишь на следующем. Смотрим, как будет идти этот стрим. А что мы покупали? Вы не знаю.
Блин, маску забыл снять. Я ищу Роше. Блин, как это глупо выглядит. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Геральт такой в маске приперся, я ищу Роше. Странно, что этот стражник не пошутил ничего про маску. Было бы забавно. Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем встали? Мы за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Ты меня забавляешь. Ты такой забавный. И чё? Это как забавный? Да ты, Геральт, тоже забавный Ну чего, сука? в этой Ну маске, чего, блин. сука? Шевели жопой, седой. Ну и чего, сука? Чего, сука? Чего? Ничего. Это что, По мордам получаешь, вот и все. Ах ты, говнюк. Шевели жопой, седой. Это что, удар? Вот это удар. Это что, отсылка? Шевели жопой, седой. Все? Ты приблуда, а драться умеет. Пройти теперь можно? Чего тебе, седой? А правда, что ты когда-то королей убил? Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда. Я тебе. все еще не снял маску, блин. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен, можешь идти. Может, он покупал выпивку в полпути к дому? Что, простите? Осуждаем фарлумское чудо. В очередной раз. Ну, просто VIP из игр кальмара. Да, хорошая отмазка. Геральт не из Ривии. Ага. Мы не Геральт. Мы теперь кто-то другой. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт, бить черных. Вступил во вторую Тимерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы и держали 3 дня. А потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но Родовид оказался ничем не лучше Имгыра. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Сыграем в Гвинт. Внезапный. Ты играешь в Гвинт, Роше? Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Удачи. Внезапный Гвинт. Что за фарлумское чудо? Ну пусть знатоки расскажут, если захотят.
Хотя я тоже знаток теперь. Но в чате, так сказать, создатели этого названия, или этого мема, лучше сказать, хотя это не прям мем. Этого именования того, что мы имеем в виду. Потому что мы имеем в виду одно, но называем все, что это мы имеем в виду, фарлумским чудом. Как мы договорились на каком-то там стриме. Так что пусть это и объясняют они сами. Да там одним словом можно описать: жива кровь. Ну вот и все. Быстро и просто. Так очевидно. А ты думал, что тут что-то очень такое супер секретное, супер сложное, супер важное? Это название Азеля было. Но ты его распространил. Это я помню, что еще Азель это говорил. Вы между собой это как раз говорили на каком-то стриме по Hollow Knight'у. Это ты придумал, но ты распространил. Это я помню. Ой, какие карты хорошие идут. Ой, ему тоже что-то неплохо идет. Куда ты пошел меня дванолить? Все-таки мне кажется, что с этим модом обновление Гвинта он все-таки упрощает Гвинт этот самый. Да, тут разнообразие намного больше становится, новых карт, новых способностей, новых колод, новых лидеров, но при этом твой противник всеми этими новыми возможностями, новыми способностями, новыми колодами, противниками, картами и лидерами, всем этим он нифига не научился играть. Он играет, судя по всему, так же, как будто оригинальным Гвинтом, но тут оригинальный Гвинт не так уже работает, поэтому он много ошибок всяких делает. Так что такое ощущение, что как будто этот мод на Гвинт не усложняет все, наоборот, а упрощает. Хотя у меня и максимальная сложность Гвинта стоит. Хотя надо удостовериться. Мало ли оно опять автоматом что-то там поменяло. Как было уже когда-то. Прощай. Гадку может. Да-да-да. И ты тут же вспомнил гадку. Но это был единственный случай, когда мы прям надолго застряли. И то это было просто начало игры. Почти. И у нас было мало карт. А теперь вот, когда уже более поздний этап, когда я уже собрал вот колоду Нильфгарда на шпионах. Нормальную. Плюс Север тоже там классная колода. А в будущем еще, когда мы чудовищ каких-нибудь соберем, то это будет прямо разнос. Будут одни победы. Хотя у нас и сейчас вот уже почти что одни победы. Ты выиграл.
Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт картежник? Ламберт. Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Умелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. А про кого он? Не хочет рассказать? Так, сразу, пока я не забыл, маску снять и настройки гвинта проверить. Ага, он дал мне Саскию. По идее, это крутая карта должна быть. Или вообще лидер. Не лидер. Ну да, легендарка. Семерка. Неплохо. Не, все на максимуме. Все сложности. Ну, это значит просто логично, что на поздних этапах офигенные колоды собираются и уже все становится слишком легко. Вот на начальных этапах там бывали моменты трудные, да. Ты меня достал, Седой. Ну тогда не очевидно. Я распространил фарлумское чудо. Звучит двусмысленно. Очень двусмысленно. Еще сколько стримить будем? Без понятия. По ситуации будем смотреть. Геральт из... Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Ты что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты тут бывал и там. Кстати, можете выбрать любого босса из ККС? У них в Новиграде правда такая мода? Так, Игорь выбрал Кармелиту. Или Эфиопию. Или Парагвай. Хотя Парагвай ты уже все. Тогда Либерию я выберу. Если оттуда, а если иметь в виду босса, то пусть будет. Если мое мнение еще важно, то пусть будет Заречка-то надо повнимательней. Один неверный шаг и хера. Фантом. Я хотел... Знаю, чего ты хотел. Чего-нибудь купить или продать. Только вот что я тебе скажу. Если бы Роше мне не велел с тобой торговать, хрен бы ты что у меня купил, ясно? Потому что это запасы для армии, а не для бродяг. Так что покажу я тебе мои товары. Потому как приказ. А потом уматывай отсюда кабанчиком и уж будь любезен, не возвращайся. Блин, будь я на месте Геральда, я ему бы тоже в таком же тоне кое-что разъяснил бы. А то не привет, не здрасте, и сразу такой деловой наезжает полным ходом. Мега наглость. Что за семейство ублюдков? А вот такое. Ублюдок младший, ублюдок старший. Представьте себе. Не-не-не, Люксембург. Ну, Люксембург это классик. Покажи, что у тебя есть. Так, с ним тоже, кстати, в гвинт можно сыграть. Так, это мне вроде как не пригодится в ближайшее время. Уж точно. А потом, когда пригодится, то мы где-то еще и купим, я думаю, по-любому. Хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Фантом ок. Агруал. Он недостоин моего выбора. Нет. Вот Фантом, Кармелита. Я бы ее выбрал как раз, если бы ты не занял.
первую очередь, но тогда пусть будет Фантом. Мои любимые боссы, наверное. И саундтреки аналогично. Ну, Либерия неплохая страна. Наверное. Ага, отомсти ей за то, что ты там рассказывал, что постоянно остается какая-то одна маленькая страна, и вроде говорил, что это как раз она. И не хватает для полного захвата всего мира. Вот и отомсти ей. Захвати мир за нее саму. И тогда не останется никого. И никакая Либерия не помешает. Бугага. Как вам такой план? Гениально. План капкан. Так, не надо мне ничего создавать. Хотел починить. Разобрать. Тоже ничего не надо. Гвинт. Внезапно. Я бы не отказался от партии в Гвинт. Еще один. А, страна еще. Я же просто ради шутки сказал. Германия, Либерия, Люксембург, Эфиопия. Что еще? А сколько надо? Много надо? Бутан. О, кстати, хороший выбор. Это что-то наравне с Либерией и Парагваем тоже. Да вас не понять. Да вообще. Сколько хотите. Это вообще имеет смысл тебе все это называть? Или это просто название ради называния? Опять шпион принес шпиона. Тупо миллион шпионов. Британский Египет. Япония, Ямайка. Норвегия. Привет, Вервер. Доброй ночи. Я не знал, что у тебя стримы ночью бывают. Бывают еще как. У меня стримы в любое время бывают. И утром, и днем, и ночью, и вечером. Просто всегда непредвиденные и незапланированные. Прям настолько времени. Всегда все получается спонтанно. Мы столы и картины обсуждали. Да, полным ходом обсуждали. Вы все пропустили. Я потом за эти страны захватываю весь мир. Панама. В прошлый раз я называл Парагвай, пусть теперь... А я теперь еще Либерию называл, ну пусть еще и Панама тогда. Либерия и Панама от меня. На выбор или сразу две, как хочешь. Она сама себя тоже уничтожит, да? По идее. Ну и ладно. Бэмс. На золотые все равно она не действует. А я тоже так умею.
Алексей Абрамчук это и есть тот самый Леха, если что. Ватикан. Там такого нет, к сожалению. Или к счастью. Если мы про Хойку все еще. Кого я выиграл? Накера выиграл. Вау. Накера выиграть. Что себе думаешь? Правда, что ты когда-то Это что-то почти на уровне с погодой какой-то. Так, а Бьянки тут нигде нет. Что-то ее не вижу. Видать, она только по квесту появляется. Каждый кузнец своего счастья. Ты меня достал, Седой. Отъявись. Вот ведьмак ведь не может оспой заразить. Ты тут бывал, и там. Вот ты мне. За речку-то надо повнимательнее. Один неверный шаг и хера там. Мы кровью заплатим за... Так, это понятно. Тут я ничего не забыл. А еще же у нас мечи и вареники, надо меч забрать точно. Регата Максим Фурти еще у нас есть, точно. Блин, вот этот красный провальный момент меня теперь будет напрягать чуть-чуть. Ладно, уже ничего не поделаешь. Поговорить с Тесаком еще нам надо было, кстати. А Рошета у нас вот тут. Ну, там, если что, есть телепорт. А вот насчет Тесака, пока я не забыл, надо. Ну и тогда за мечом из вареников пойдем. Заберем. Не в смысле из вареников, а в смысле из задания вареников. Кажется, я чем-то отравился. Кстати, форма стрима тебе максимум сколько длится? На канале максимум 9 часов мы стримили. Но это было очень давно по году Фуару. И мы там полстрима играли, полстрима говорили. Сегодня мы вот в основном играем. Не прям разговорный стрим, как тогда. Пока что у нас. Я не знаю ни про какой налет. У меня тогда был выходной. И я всю ночь был в борделе. Ты уже 6-й час стримишь. Я в курсе. И пока еще не планирую закругляться. Не в ближайшее время. По крайней мере. Так, опять чат чуть-чуть улетел вверх. Откуда форум знает, что там есть, а чего нет? Про что? Про Дельтарун? Я уже Верверу не раз говорил, что я за него не шарю вообще. Меня можете о нем не спрашивать. Какие про ультракилл. И про все остальное, о чем мы там говорили. Я только про Силксонг шарю. Это из наших общих тем, общих игр. Ну и Хой вот. Про которую Леха спрашивал. Все вот эти остальные ваши игры, моды. Про это я не шарю. Так. Это я просто глазами пробегаюсь. Василий, привет, кстати, тебе. Ты все это время был с нами или только появился? Ненавижу, блин.
Ко мне еще есть вопросы какие-то? Я сейчас пойду делать новости. От меня нет вопросов. Ведьмак. От меня нет. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе, и есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение, нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. После столов и картин время перестает иметь значение. Я тебя не предавал! Нет! Нет! Я ничего не знаю! Про Ватикан и его отсутствие в Хойке. Приветствую. Чего тебе? Это... Откуда форум знает, что там есть, а чего нет? Про Хойку? В смысле, что, не рассказывал, что я сам любитель стратегии еще тут? Особенно от парадоксов там или Total War всякие. Конечно, я в Хое играл и не один раз. И тоже бывало времечко, когда захватывал миры за всякие там страны. Я уже начал искать младшего сам. Жаль, ты раньше ко мне не пришел. Мы б тебе помогли. Меня ваши счеты не касаются. Что, все? Ну ладно. Это было быстро. Зашли и ушли. Приветствую. Чего тебе? Еще раз привет. Как продвигаются поиски младшего? Самое позднее завтра ублюдок отправится на тот свет. Не хочешь присоединиться к облаве? Меня ваши счеты не касаются. И вот правильно, Геральт. Разбирайтесь сами. Мне главное, что... Да, это задание засчиталось выполненное. А то я знаю, что вот этот квест в каком-то из моих прохождений по какому-то странному стечению обстоятельств проваленным засчитывался почему-то. Я еще тогда был удивлен, почему, как так. Одно единственное задание считалось проваленным. Вот это меня тогда было. Для меня тогда это было очень обидно. Это я помню. Ну тогда всем удачи. Давай, Леха, пока-пока. Спасибо, что был. Служба не Смотри, дружба. куда прешь. Это Новиград, а не моя деревня. За это вообще... Как от партков наших. Расступитесь. Так я вчера нажрался, что сегодня дождь. Надеюсь, уже несколько дней прошло. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Мой меч уже готов? Да? Смотри Отлично. и восхищайся. Вот это всем мечам меч. Ночной стрим по Ведьмаку, а я Действительно, стоило вечерний ждать. делаю. Спасибо, Эйвор. Да, внезапно у нас ночной Это стрим тебе получается по спасибо. Ведьмаку. За все. Нет, это не новенький, это... Если я правильно помню, товарищ, который на финал DLC по третьему Ассасину заходил. Правильно? Поправь меня, если не так. Будь здоров. И что там за меч? Такой легендарный он нам дал. Меч из обрезков. Я же говорил. Урон точно такой же, как наш. Бонус не то чтобы прям впечатляющий. Зато разговоров было, что это меч, которым ты сможешь убивать богов. Ай, ну, как я и думал. Слова, одни слова. По факту, не впечатляющий меч, абсолютно. Еще Гвин тут есть недалеко. Опять.
Кто-то знал, что форум любитель захватывать миры? Ну не прям любитель. Просто было дело. И то давно. Сейчас там уже миллион обновлений, дополнений понавыходило, и я уже эту игру не узнаю, наверное. Там все будет по-другому. Заново обучаться надо. Ты? О, это ты! О, это я! Твоей помощи не забуду. Да, о, это ты. О, я с тобой даже не говорил никогда. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Он буквально сейчас мне сказал с вопросом. Я об этом не говорил, я сказал, что не знал. И спросил остальных, знали ли они. Мне говорят, откуда информация. Боже, чё так запутано? Чё началось-то? Нормально же общались. Ну, хоть не Horizon. Ну, чё вы сразу это? Чё сразу Horizon? Типа того, иногда захожу на стримчики. Да-да, на финале третьего Ассасина был у тебя тоже. Когда это ты? Я тебя запомнил. Главное не быть чупакаброй. Нет, там было не чупакаброй, а как-то по-другому. Ну, похоже. Лучше быть космическим ниндзя. Да. Я бы с радостью взглянул на твои товары. Не, я редко бываю, так что все гуд. А сейчас ты к нам тоже забежал ненадолго или как? Так. Где там ресурсы, которых у меня миллион? Миллиард. Где я потерял их? О. Ты играешь в Гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно. На безрыбье рак рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Знаменитый флот Хойки, которым я так и не понял, как нормально управлять. Ой, я его там и на тот момент, когда я играл, как-то обновили, что я сам не понял, что и как. А сейчас, наверное, его еще больше усложнили. И не только его. Но если быть прям честным, то Хойка для меня самая простая оказалась по сравнению со всеми остальными играми от Парадоксов. На тот момент. Сейчас уже не знаю, что из нее сделали. Но на тот момент по сравнению с какой-нибудь Европой, Викторией, Крусиками, то она была для меня самой простой. Ну и играл, соответственно, я в нее больше всего. Я начал чат не понимать в моменте что-то. Представь, каково мне, когда в чате много разных тем, и надо постоянно переключаться с одной на другую. Там с одним человеком ты обсуждаешь что-то одно, с другим что-то другое. Там третья пара людей обсуждает что-то третье. Тут еще игра играется, в игру надо погружаться. С ума иногда можно сойти тоже. Поэтому я иногда вообще путаюсь в ваших темах и приходится переспрашивать, чтобы напомнить, о чем мы там вообще говорили. Потому что легко можно потерять нить. Я не скажу, как я называл. Кто называл?
Просто сделайте вид, что этого не было. Я вообще не понял, о чем ты имеешь в виду. Вот видите, как раз этот момент. Что вы там обсуждали, что я должен забыть? Чего не было? Что назвал? Видишь, мне даже не надо делать вид, что этого не было. Я даже не понял, чего не было. Вот и хорошо, наверное. Я могу на тот стрим зайти, посмотреть. Я просто орфографию исправил. Какой стрим? Чё посмотреть? Я опять теряю нити разговора. Буквально только что об этом говорил. И вот началось. Я ненадолго, ибо вставать рано на работу, а вечером снова стрим проводить. Да и рубит спать потихоньку. По-тихому уже. Понятно, понятно. Ну... Если ты прямо сейчас уже нас покидаешь, то спасибо, что зашел. И на этом. И удачи там в твоих делах тоже. Всегда приятно, когда тебя не гадку зовут. Есть такое. Ну, доставай колоду. Неважно. Ну вот и хорошо тогда. Я тоже ничего не понимаю. Вот. Он про Чупакабру. Я теперь форум. Да, ты чуть-чуть в моей шкуре. Ну, у меня был, как оказалось, Dark Souls. Я сидел на ней, по ней 4 стрима, и у меня все внутри взорвалось, и я прекратил стримы по игре. В смысле взорвалось, в смысле бомбанул? Если да, то тогда понимаю. Кажется, у меня уже мозги сломались. Так, надо перезагрузить чат, а то что-то все поломались. И Азель поломался, и я поломался, и Вервер тоже теперь поломался. Все что-то поломались. С этими чупакабрами. Ладно, человеки, приятной ночи всем. Давай. И тебе спокойной ночи. Не человеки, а людейки. Опять новые слова. Мне прям стрим новых слов. То вам соблюли, то соблюль, то теперь людеки. Блин, шпион принес фигню. Взрывная мысля. Мысля после. Да блин. Вот всегда боюсь шпионов как раз из-за этого момента, что они могут принести то, что мне наоборот поломает руку. Вот у меня тут есть карты, которые призывают, как раз вот эти карты, которые они мне принесли. Вопрос, нафига они мне их принесли. Вот опять. Короче, 3 фигни эти шпионы мне принесли. Так тебе помогли, блин. Надо, наверное, всегда в первую очередь вот эти вот призывные карты играть, а потом только шпионов. А то, блин. Такой себе получается. Мне тоже пора. И тебе тоже тогда удачи, Вервер. Он идентифицирует себя как С4. Но только если так. Взрывная мысля. Угу.
разрывное у тебя сообщение. Звучит эпично. Ахаха-ха-ха, меня разнесло. Ахаха-ха-ха-ха. Ахаха-ха-ха-ха-ха. А я так надеялся. А он Но так ничего не надеялся. поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Цирилла Фионна. И Итлинна Айгиль. Это последний лидер Скоэтаэлей, насколько я помню. Нет. А Цирилла это пятнашка. Офигенная карта. А, да, это лидер. Все, тогда еще осталась Дана только. Из Скоэтаэлей. У чудовищ еще 2. Нильгарда тоже 2. Тут 1. Так, Люти, кстати. Везде возьмем Цириллу в колоду. Пятнашка это офигенная карта. Задание выполнено. Игры в Новиграде. Замечательно. Все, в Новиграде у нас квестов не осталось. Помимо вот этого сюжетного, по которому мы сейчас идем. Охота за младшим. Вот в Оксенфурте вот тут есть регата как минимум. Он же, похоже, тоже по чудам. С чего вы взяли? Вот это вот ахаха, это было не от меня, это я ваши сообщения прочитал. Ведьмак. Напрямую. Слышал, Начал вчера смех озвучивать. А что, нельзя? не делали с этой женщиной. Да что и всегда. Ничего в этом плохого не вижу. Что смотришь? Хотя нечего не продавать, не чинить. Бывай. Кузнец своего счастья. Ничего нового. А скорее наковаль. Тебе Тоже тоже приходили люди Ты чё ублюдка такой младший? белый? Взять план за охрану. Не шали. Подяры, блин. Форм такие эмиции индивидуально под каждого будет пародировать скоро. Кто знает. Человек, с которым мы должны встретиться. Ведьмак, ребята, уже, он наверное, как ждет. трупоед. С виду гнусный, крупным ядом смердит. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. У меня светло уже почти, у меня светлеет. А у меня еще глубокая ночь. Час ночи почти что. Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Эмоции. Эмиции. Еще подумал, что за эмиции? Эмиция смех Игоря.
Игоря того, который хрю? Хрю-хрю? Я все равно спать не собираюсь. Да? Тогда что у нас? Разговорный стрим намечается до 5 утра по моему времени. Стрим на 9 часов. Пойдем. А то что-то я смотрю, хорошо сидим. Всем смешно. Ахаха, ха-ха-ха. Эй, Роше. Пойдите вместе с Роше в шахматный клуб. Чего стоим? А, мне не в ту сторону, извините. Я случайно до 3 дня поспал сегодня. Что-то здесь не то. Случайно. Действительно, что-то тут не то. Куча стражи. Посмотрим. Что-то не пахнет тут тайнами. Зачем пришел? Уж точно не в шахматы поиграть. Ты можешь войти, Вернон. Один. Это мой друг Геральт из Ривии. Я за него головой ручаюсь. Геральт из Ривии? Его Величество Родовид примет вас обоих. Так. Его Величество. Посмотрим, как пойдет. Игорь-то, может, и не вечный. Я вот думаю. Я и сам сегодня в час встал. Шах и мат. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Не знаю. Такой подошел эпично. Я играю в шахматы. Как будто хотел сказать что-то важное, но такой, не знаю. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шушу. Шушу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Класс. Коллектив людей со сбитым режимом. Ой. Собрались, понимаешь ли, тут действительно. Чтобы быть местным гадку в шахматах. Да ему нет равных. Не дотянет. Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне, а тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак, это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Кто-то просто мега сильный параноик. Нет, все еще не понимаю. И безумец. Неважно.
Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я очень пытаюсь встать рано утром, но это проклятие. Либо будильник не работает, либо я во сне его отключать научился. Серьезно, ты такой научился? Я думал, мы идем навстречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Мне сегодня сон приснился, что все норм по времени и можно еще поспать. Хорошо, что я по углу солнца понял, что меня нагло обманывают. Это все ложь. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все. Идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Безумец. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь, я все расскажу. Хорошо, Роше, я подумаю. До встречи. По углу солнца я в сонном состоянии о таком не могу подумать. Ой, это мы еще не заговорили о теме всяких странных снов. Какие кому снились. Это вообще отдельная тема. Иногда такое может присниться, что на голову не натянешь никогда. Но в большинстве случаев все всегда забывается. К счастью, наверное. Не шали. Гляньте, отважные солдаты! Вот Василиск, король всех змей! Капля его яда целую армию убивает. А мордой? Слава Он немного на капрала Хереверк смахивает. Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск вылупляется. Кстати, у нас же сегодня в самом начале стрима Саша заходил и потом пропал на весь стрим. Он либо все это время его на фоне слушает, этот стрим, либо просто уже давным-давно ушел. Но если вдруг что, отзовись, если ты все еще тут, вдруг. Ну а вдруг... У меня почему-то в сонном болезненном состоянии только психология меняется, а ум и физическая сила почти идентичны в основном. Хотя ум моментами может упасть. У меня либо вообще ничего, либо то, что наблюдает человек под чудом фарлумским. Ну, это, наверное, у всех так. Кому-то вообще может сниться что-то прям
такое реалистичное, нормальное. Абсолютно. Без единого какого-то сумасшедшего момента. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как Виверна. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый что ни на есть настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй! Ежели это не Василиск, а Виверна какая-то, за что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные воины, не напирайте так, а то... О, берегись! Воу. Десятого уровня. Крутой выискался. И сбежал. Ведь не только Василиск был фальшивый, но и клетка. Честь и отчизна. Ладно, с этим разобрались. Да уберись. Так, это заказ 35 уровень, с ума сойти. Так, еще вот тут есть квестик, я знаю. Маленький. Сам напросился. Как там в сказке было? Это у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне ездил? Ну, обычно я не сразу от сна отхожу после пробуждения. Приходится еще некоторое время обдумать сон. У меня зачастую либо он забывается после утра, когда только просыпаешься, то еще что-то помнишь, а потом уже абсолютно все забывается. И прям чего-то такого яркого запомнившегося надолго, прям единицы каких-то снов. И как раз в большинстве всякая ересь. В чем дело? Ночью мою кобылку лесное лихо похитило. А так я радовался, что она в войну уцелела. Лесное лихо? Ну да, ровно как деды баяли. Придет в полночь, кровью на порог накапает, чтобы никто не проснулся. И крадет. А вы не поискали бы мне кобылку мою? Поговорили бы с лесным народом. Может, они ее отдадут? Но это чудо, если тут. Я если от первого лица, то очень часто сам себя из сна выкидываю. И когда просыпаюсь, то могу моментально бодрым стать. Хотя причин обычно нет. Прям как будто игра какая-то. От первого лица, от третьего лица. Как тебе Гвинт? Гвинт супер. Любой. И оригинальный, и этот с модами, и как отдельная игра. Любой Гвинт. Я обожаю. В любом виде. Но это типа сознание сна получается. Иногда очень редко, прям очень адекватные сны. Вот так же, да. И у меня. Да, тоже не часто что-то нормальное. Вот-вот. Что интересно, я даже в снах, где изначально все адекватно, могу по мелким деталям прийти к выводу, что это сон. И меня почти моментально выкидывает. Особенно, когда у меня в голове говорю, это сон. А у меня такого ни разу не было, по-моему. Чтобы прям, как говорится, как будто бы я сам себя выкидывал. Либо все как-то внезапно выкидывается, либо что-то мне будет обычно, либо просто просыпаюсь и не помню вообще никакого сна. На чем там все остановилось. Часто у вас здесь просто кони вот раз и пропадают? все. Нет, господин. Какие у нас тут кони?
Кто передох, кого солдаты забрали. Но у соседа еще жеребец был. И 2 ночи назад 6 лихо похитила. До этого бывало корову у кого выдает или курицу там заберет. А нынче... Эх... Интересно. Я во сне не задумываюсь о таком. У меня как будто память другая. Все, что там происходит, будто так и должно. Понимаю. Ну да, я сны делю в основном от того, какого лица все видно. Ну да, реально. Игра как будто. Сколько заплатишь, если я найду кобылу? Дам я вам 1/4 водки. Хорошо будет? Хорошо будет, Водки. если мы эту водку посчитаем жбанами, и лучше 2. А потом все переведем в кроны. Ну, будь по-вашему. Только уж вы мне ее назад приведите. Сивая кобылка, смотрите, небольшая. Следы за собой даже лесное лихо оставляет. Ну, посмотрим, что здесь у тебя. Проблема в том, что 90% снов я уже не помню. Ага. Собственно, как и я тоже говорил. Аналогично. Действительно, несколько капель крови. А я и хорошо помню довольно. Ну и такое бывает. Иногда у кого-то. Там просто настолько несвязанный бред, что такая информация автоматически становится мусором. Да-да-да. Именно так. Как я говорил, пока там только проснулся, то еще что-то, может, и помнишь. А потом просто автоматически, ты даже не успеешь понять, когда ты уже забыл все это. Автоматически из головы просто вылетает этот мусор. Как что-то ненужное, неважное. Нашли. Не приближайся. Нечего тебе здесь делать, Ватгерн. Зачем вам столько коней? Собираетесь устроить атаку легкой кавалерии прямо на лагерь Родовида? Нам нужно раненых перевозить. Ага. Должно быть, окрестные селяне запросили за них слишком много. Если бы у нас хватало денег купить коней, мы бы не голодали. Одна из этих лошадей вернется к хозяину. Ты так уверен? Что же ты, перебьешь остатки нашего отряда ради одной старой кобылы? Нет, я заплачу за эту лошадь. Остальные меня не интересуют. А зачем тебе именно это? Я заключил договор с хозяином этой лошади. Стараюсь держать слово. Раз так, забирай. Но чтобы мы тебя тут больше не видели. Ой, а вот последнее было не обязательно говорить. За это я тебя... А может и без разницы. Ну, в смысле, которая? Он же говорил, седая. Тут только одна седая. И остальные коричневые. Много помню, как я по стенам зданий карабкался, и все зомби. Апокалипсисы. Что-то мне это напоминает, а? Какие-нибудь Assassin's Creed и Last of Us. Вам ничего не напоминает? Быстро же вы управились. Ну что там, господин? Я вот слышу, как другие сны пересказывают, как у них все связано и понятно. Я тоже иногда такое слышу, и мне прям удивительно. Либо так действительно классно все помнит, прям в мельчайших деталях. Либо они, не знаю, на ходу придумывают или на ходу приукрашивают как-то. Ну прям не верится даже как-то. У меня такого не бывает, чтобы прям настолько все подробно в деталях запомню даже спустя много времени.
Ладно, там сразу, как только проснулся, но спустя там день целый или еще дольше, и прям потом рассказываешь, там было то, все подробности. Всегда удивлялся. А я таким не могу похвастаться. Аналогично. Чукатабри, говорил Вервер. Заняло минуту. Да, Чукатабри точно. Я помню, что не Чупакабра, там было что-то похожее на другое. Чукатабри. Сукатабри. Ой! Промахнулся просто. Ага. Ошибочка по Фрейду. Это твоя кобыла? Она самая. Я бы ее всюду узнал. Ну, попрыгушка, теперь-то ты долго будешь объясняться. Где ж ты шлялась, а? А вот и вам, господин, как договаривались. Благодарю. Прощай. Благодарю. 20 крон. Вау. Награда от бога. Не тухлое яйцо, конечно. Но тоже мега впечатляющий. Так. Это сюжет дальше. Заказ. Так, еще хотел вот это сделать, а то я про него забуду вообще потом. Про эту регату. На Виграде мы это уже сделали, еще тут надо. Я никогда не играл в них, а на тот момент даже не знал о них. Совпадений. Ч и С рядом. Что поделать? Эй, куда? Ну ладно, поверим. Не пихайся. Куда? Не пихайся. Тремя фунтами стали. Ну и что с того, что университет закрыт? Река-то открыта. Значит, и регата будет. Какой в ней смысл? Почти все студенты разъехались. Зато мы и остались. Признайся, вы просто нас боитесь. Факультет медицины и трав всегда был лучший философ. Да? А в 1250 году? Вы все носитесь с этой случайной победой. А после нее вас 20 раз разгромили. 20! Ты так считаешь? Ну мы еще посмотрим. Чтобы выиграть, вам придется принять на факультет настоящего моряка. Так, философы запомнили. Готовитесь к регате? Именно так. И каждый год со дня основания университета в ней участвуют студенты всех факультетов. Опять Но этот в этом чихающий. сезоне будут только медики и философы. Остальные разъехались, когда милостивый наш король Родовид закрыл университет. Разъяснишь мне правила? Все очень просто. Представители факультетов проходят вокруг острова. Кто придет первым, тот и победил. Просто. У меня со времен снов про задание и зомби прошло лет 10, наверное. Про здание. И все еще отрывки помню. О, как. Хорошая отмазка, удобно. Хех. Хехех. Хе-хе-хе. У тебя не тем память забита. Почисти. Так, очисти корзину. Я вот не помню, что ел вчера. Вот какие разбежности встретили. Как я понимаю, это студенческие гонки. А не студентов берете? Боюсь, это невозможно. Регата – итог целого года студенческой работы. Своеобразная награда за труды. Поэтому посторонние могут быть только зрителями. Разве что... Что? Разве что посторонний сам станет студентом. Факультета медицины и лекарственных трав или философии. Я всегда хотел стать философом. Где бы мне записаться? Да, Геральт? Ну,
секретрета Ничего уже себе, мы о нем что-то не знаем. существует. Ну, подожди-ка, Хемпе, а ну пойди сюда. Этот немолодой, но весьма способный человек жаждет поступить на твой факультет. Ну принять уж. участие в регате. Этот не молодой, ну хоть не старый. Ежели монстры оные, натуре На противные, этом спасибо. ведьмаками именуемые, ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Это есть мерзавцы без достоинства, совести и чести, истинные исчадия адовы, токмо к убиениям приспособленные. Тут, наверное, авторы немного занесло. Не только тут. И он почему-то не упоминает, что мы совсем неплохие мореходы. Правда? Отлично. Факультет философии как раз набирает заочников на будущий год. С удовольствием Нет, спасибо. впишу тебя в список. Нет, спасибо. Если господин судья не Ограничимся только регатой, никаких заочников. Настали такие времена, что приходится радоваться каждому, кто жаждет знаний. В таком случае имею честь приветствовать тебя в кругу студентов философского факультета Оксенфуртского университета и пригласить защищать его честь в регате. Еще есть неписанное правило. Участники могут делать ставки на свою победу. Так интереснее получается. Это можно. Остается обсудить ставки. Будешь ставить на свою победу? Я подобную информацию из головы выкидываю, как и про то, какая у меня есть одежда и что мне снилось. А что мне снилось, пусть будет. Поэтому тоже задумываться придется. Эмиция. Коварный смех Игоря. Ахахахаха. Ахахахаха. Надо было вот это написать, чтобы я это прочитал. Зачитал полностью. Напрямую этот смех. Я думаю, у одежды приоритеты сильнее, чем у сна. То кому? Не, у меня к этому вообще приоритетов нет. Я пока не посмотрю. Даже не смогу сказать, какой бренд у меня. А как посмотрю, то забуду через 10 секунд. Вот. Я же говорю, кому что. Кто забывает, что ел вчера, кто забывает насчет одежды, какие там бренды и все остальное. У каждого свои приоритеты. Что важное, что нет и что забывается быстрее. Так, ставки. Не буду ставить много, а то вдруг сейчас опять с первого раза что-то обломаемся. Ура, ура. Блин, такую погодку, конечно, плавать такое себе. А можно... Можно я помедитирую и дадите мне солнышко. О, утречка. Самое то. Правда, все равно что-то темно. Давайте еще часок подождем. Или 2. О, другое дело. Вот у меня в приоритете точно найти резинку, чтобы волосы завязать, а я ленюсь. Добрый бы из тебя вышел, моряк. До первого блюва. Как там в сказке было? Поехали. По местам. Полный вперед. В Ассасине плаваем, тут плаваем. Ну вот меня уже и обогнали. Что-то слишком быстро. Уже походу пахнет поражением. Еще и топсы внизу плавают. А че он так сильно ускорился, алло? Гонки не для тебя. Или это так задумано, может?
Тут он прям подозрительно слишком резко ускорился. Опять продуете! Ну все, если он обогнал меня, то уже его не догнать. Мы уже по прошлому разу это помним. Интересно, почему это вы вырезали из игры оригинальный? Нормальные же гонки. Можно было, наверное, смело давно уже сначала начинать. Хотя тут все равно потом, по-моему, вроде можно заново начать. Тут нет такого, что вот проиграл и все, задание провалено. Может, университет и закрыт, но дух его живет благодаря нам. О, как тут и джедаи, и всякая херня из Звездных войн, и Чукатабри. Жаль, Да, и что ты космические ниндзя. проиграл. Может, в следующий раз получится. Какие на динозавров похожий главный герой, какой-то ниндзя из космоса. Да-да-да. Разъясни. Все очень просто. Должен же кто-то... Тогда прошу. Хорошо, что я ставки не делал большие. Остается. Благодарю. Благодарю. Чем быстрее наши ребята черных побьют, тем быстрее домой вернутся. Скучно, мать его, идти. Неповторимый оригинал. Легендарный. Вот у меня почти так же светло, как в игре сейчас. У тебя тоже 9 утра? Так, надо пытаться ехать перед ним, чтобы не обогнал. Это весь смысл гонки. Кто вначале вырвется вперед, тот все, считай, победил. Если по пути, конечно, форс-мажоров не случится. А, вот такие форс-мажоры, как утопцы, как раз, которые замедлили. Вот мне сейчас. Не пущу. Не-не-не-не-не-не-не. Не пущу. Таран, на таран идем на таран. Мухлюем. Гребаные утопцы. Опять продуете! Ну чё за хрень? Чё именно я замедлился, а он нет? Ну все опять. Из-за утопцев долбаных. Ой. Душно. Как там говорили NPC одни на Виграде. Душно. Из-за одного момента с утопцами. Я отойду. Окей. Можно не плыть даже до конца. 9 минус 5 у меня. А обогнать вообще никак?
Не, никак. Он, конечно же, ни на что там не наткнется, ни на утопцев, ни на что вообще. А что еще ждет меня, падла, или что? Он меня ждет. Я думал, он уплывет вперед и быстрее доплывет, чтобы засчитало поражение, но все равно надо плыть за ним. Ладно, еще разок попробую. Если опять не получится, то оставлю это на вне стрима. Все равно тут ничего интересного больше нет. Жаль, что Поэтому ты и вырезали, проиграл. видимо. Ну, походу. А то ничего тут особо такого интересного нет. Остается. Все однотипное. Даже скачки там больше разнообразия. Там можно и обогнать, если что, вдруг, Благодарю. и остановить. Там хотя бы награды какие-то. Ну все, застряли. Там награды хоть какие-то уникальные, всякие седла, сумки для плотвы. А для лодки ты же ничего такого не выиграешь. Никаких новых парусов, турвалов, как в Ассасине. До первого блёва. Так, последний раз. Ну, может, их тут доделали, а были ненормальные. Мухлюем. Вот это да. Вот это мы плывем. А можно я выровняюсь? Или мы так и будем плыть дальше? Нос. Так, утопцев проплыли, уже хорошо. Это гонки или сумо? Но выкручиваемся как можем. Лучше уж так, чем 100 раз переигрывать поражение. Вырываемся вперед. Ах ты тварь! Ну все. Ну спасибо, что, блин, развернул меня. Ну, я не могу, блин. Их гонок. В Новиграде, главное, там нормально все прошло. У нас довольно быстро и легко. А тут, блин, какая-то душнятина происходит. То утопцы, то вот эта фигня с сумо какое-то. Тут нельзя просто отменить. Выйти. Это, блин, надоело. Не стрим, а потом попробую. Подушниться еще. Сейчас хватит. 6,5 часов уже стримим. А сейчас посмотрю, что у нас там осталось. Если просто одна сюжетка и все, то, может быть, уже будем даже закругляться. Тоже 1:30 ночи. Я все равно не планировал действительно всю ночь сидеть. Если быть серьезным. Регату мы эту пропускаем, значит. Что у нас еще есть? Задание. Ага, регата. Это скеллиги. Это где? Это далеко. Это на скеллиге. Это на скеллиге. Это на скеллиге.
Ага, Роше еще в лагере. Так, вот, значит, 2. Сюжетка, Руше. Ну, регата вне стрима, остальное на скеллиге, заказы. Ну, заказы вот еще разве что. Вот эти вот на 20 уровень, 22, 23 можно, в принципе, сделать. 26, 35, вот эти вот уже на потом. Сокровища это я все вне стрима так и так собираю, ну и все. В остальном все. Всего лишь. Всего лишь, действительно. Я уже на втором стриме сегодня сижу. Да, давай спать. Я даже хотел смешное сообщение сделать и пойти спать. Какое смешное? Ну да, давайте, действительно. Так. Кардуин из Лан Эксетера, глава капитула чародеев. Так, Или так. точнее, капитула чародеев, которых еще не сожгли? Чего ты хочешь? А, это из второй части? Ого, я его вообще впервые встречаю, по-моему. Я так понимаю, капитул цветет и пахнет, а для чародеев настали золотые времена? Для чародеев настали трудные времена, а капитул помогает им выжить. Если они склонят голову и наденут поводок и намордник. Легко быть героем и погибнуть дурацкой смертью. Но кто-то должен выжить и сохранить знания для грядущих поколений. Ты этого не поймешь, но иногда нужна отвага, чтобы быть трусом. Родовид доволен охотой на ведьм? Нет, и не будет доволен, пока не увидит на костре Филиппу Эльхард. Твой король так просто не забывает. Того, что она делала с его величеством, невозможно забыть. Прощай. Интересно. Все еще встречается что-то новенькое моментами. Это корабль его королевского величества Родовида V, короля Редании. Что ты здесь ищешь? Бывай. Пока ничего. Не шали. Это по сюжету, это на потом. Мы пока... Мы пока... Да что, ничего, мы пока. Тут и остановимся, и сохранимся. Может, продолжим как раз с этого корабля сюжетки, а не с квеста Роше. Или чего-то еще. Короче, пойду я спать. Даже пусть в своем сне я буду цитировать Вера. Это всяк лучше, чем весь следующий день быть чукатаброй. Для меня смешное. Да, ты прям подготовился. Краткое описание ЗВ. Ага, будет нам напоминать былое время. Жалко, что я вторую часть уже прошел. Так бы еще вторую часть стримили. Все тогда на этом. 6,5 часов. Обалдеть. Так, а где звук делся? Ладно. Тогда просто выходим. Переключаемся и закругляемся. У меня еще и геймпад уже скоро сел бы. Вот, как раз вовремя. То мы бы могли сидеть до утра, но потом бы мне внезапно такой геймпад. Все.
Всем пока. Так. Включу заново, блин, а то что-то поломалось.